А, боже, Jezus. Заебись. А,
Добрый день. Так, погодите-ка. Ё-моё. Tugnátide. Tapanera. Сканирую. Сканирую удостоверение. Приказ. Права Украины. Обеззараживание костей. Все есть. Сэм, проверь заказы в терминале. Tapanera debey. Ayada. Да, Қарысхан. Сапаны. Груз для некоторых стандартных заказов можно взять в личном хранилище. А-а-а. Блин, капец, у меня машина в херовом состоянии. Заказ для Сэма. Так, ну... %64. Да, нормально, в принципе. Так.
К режиссеру надо заехать еще. Заказ назначен. Бонсай. Окей. Окей. Хорошо. Так. — 90 тысяч лайков. Неплохо. Только что проезжал, не было этого байка. И чисто какой-то мудак решил насрать. Привет, Гудзон. Здорово. Боже. Блин, понаставят своих машин, но чисто как будто бы в Death Stranding играет одни люди без прав, так сказать. Челим дальше, да? Я новые смайлики, кстати, добавил для фолловеров. А, фак.
Новые смайлики. Новые смайлики. Новые смайлики. Вот так вот, да. Это я один в один. Рад, что тебе нравится. Сканирую удостоверение Бриджес. Провожу фитнес. Доставляю груз. Спасибо тебе, Сэм. Ты круче всех. Как ты так быстро добрался? Называется машина. Транспорт. О, так. Ну, чуть-чуть не хватило. На ВК топ смайла вот прям очень. На Трова говно. Сейчас еще потихоньку кик стал набирать популярность. Ты еще нас навестишь? Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Пошивочный материал, унесенный рекой. Блин. А я, интересно, смогу это говно выполнить по-нормальному? Вчера Бэдкомедиана смотрел, ВК хуесосил, ушел от них, говорит, нет монетизации. Ну я что-то где-то прочитал, точнее, в Телеграме как раз таки, по-моему, в каком-то новостном канале о том, что что-то там мельком, что-то там сообщение какое-то было о том, что Бэдкомедиан попрощался с ВК, там что-то такое. Господи. Господи. Пригорело. Понимаю. Моя барыба. Блин, вот там находится все. Насколько далеко? 200 метров, 800 метров. Ну, как будто бы... Как будто бы надо ехать на машине, а дальше... Сука, вот лестницы, такое ощущение, что понадобится. А пушка-липучка у меня есть? Ай, бля, и его нет. Ну ясно, короче, сейчас мастерю себе 2 лестницы и пушку-липучку. Иначе
Иначе не получится ни хера. Блин, вот это я кубарем покатился. Так, 2 лестницы. Пушка-липучка. Так, так, так. Ну, все. Так, пушка-липучка. Да, еще материал у нее заберу. Это все в машину. А, лол. Так, ладно. Вентиль этот убрать пора. Гордон. Гордон. Все. Да. Набор портного. Вот любопытно мне. А я по этой речке смогу проехаться? Не, лучше по мосту поеду. Умный в реку не войдет, умную реку обойдет. Блять, блять. Нет, нахуй. Блять. Да блять. Ну блять, игра, нет, нахуй. Да блять. Да блять. И хули мне делать теперь?
Бля, ёбаный кал нахуй. Пизда. Как же я ненавижу эту хуйню. Что мне делать-то теперь? Бля, заебал, и ты застрял. Так. Блин, моя машина сейчас просто станет достоянием этого берега. О, не, все. Кое-как вытащил его. Почти разрушен. Блин, рисковать особо не хочу. С Рождеством. Нифига. С праздником, Сэм! Счастливого Рождества! Да сейчас народ уже почти забыл, что такое Рождество, но до выхода это был лучший день в году. Самый чудесный праздник. Люди собирались семьями, ели всякие лакомства и дарили друг другу подарки. А еще там был Санта-Клаус. Это такой дед, который ходил по домам и разносил подарки детишкам. Можно сказать, он был курьером, как ты. Или наоборот, это ты наш Санта-Клаус. Как бы то ни было, Рождество был праздником. Я не думаю, что нам стоит нарушать эту традицию. Отдыхай, Сэм. Хо-хо-хо. Класс. Ну да. Все-таки есть сходство. Не вздумай жениться. О, Господи.
В одиночку я мог делать все, что угодно, мне никто не выносил мозг по каждой мелочи, но почему она такая истеричка? Она все-таки истеричка. Ну, та девушка, которая живет в старьевщика. Я ничего не могу с этим поделать. Видел бы ты, какая драка у нас была тут на днях. Да блин, какая ж тупая херня. Как так? Вроде нормально жили. Хотя не знаю. Они как будто бы молодые слишком, что ли. Дождь еще идет, что ли? А, нет. Ай, ой, снится порой. Бля, не вздумай, сука. Ты заебал. Реально? Мы опять мы опять это делаем, да? Мы опять застряли, да? Сука, какой пиздец. Я в ахуе просто. Вон ту клоунскую машину возьму. Чё ж я вот так вот не проехал? Да блять! Сука, ебаная река, я просто не могу нахуй. О, он вышел. А как так? Само собой. Так, не смей мне тут застревать. Не-не, только нет. Угу. Так, ну для начала я использую пушку. Оп. Да блять, в смысле ты, блять, ты что долбоёб, ты остановись нахуй. Пиздец, блять.
просто бежит вперед вообще. Чё за говно? Так, а что если здесь оставлю знак? Ам. Вот так вот оставлю знак. Блин, это что за аниме волна нахуй? Да, блин. Нет, сука, не падай. Ну, я уж и заберу. Welcome to Electric Avenue. Welcome to Electric Avenue. Welcome to Electric Avenue. To Electric Avenue. Так, тут как будто бы мне надо... Мне лучше вернуться, как будто бы. И уже идти туда со стороны косплеерши непосредственно. Come to Electric Avenue. Welcome to Electric Avenue. Welcome to Electric Avenue. Только узнал, что такое пипидастер.
Нет, не знаю. Не, вообще слышал это слово, но... Да-да-да. Да-да-да-да. Типа которым горничные типа пользуются. Ну я понял. Блин, вот как бы то ни было, как бы вот Филипп Киркоров, он в свое время был прям как пипедастер. Ну и он сейчас как пипедастер вообще жесткий, но уже в другом смысле пипедастера. Я так рада, что ты пришел. Ну и раньше он был таким пипедастером. Человек Ну, по крайней мере, он был пипедастером из разряда, который любит женщин. А сейчас он пипедастер, который... как бы тоже, наверное, любит женщин. Ладно. как удачно, что ты... Нет. Ну да, есть радужные цвета и так далее. Не, ну я имею в виду, как бы это сказать, тут нет какого-то намека на его сексуальную ориентацию. Нет, ни в коем случае. Это лишь о его речь, о его сценических внешностях, так сказать. Он же выходил во всяких разных там костюмах, и зачастую он был похож на пипедастера. Блин, он так... Он, Филипп Киркоров, уже на старости лет такую хуйню несет. Не то чтобы на старости, ну не знаю, сколько ему лет, но... Можно ли его считать старым, я не знаю. Там что-то сидел с какими-то блогерами молодыми, там в каком-то телевизионном шоу или в YouTube шоу, хер пойми, или в ВК шоу. Сидел такой и говорит там какому-то этому молодому этому блогеру: котик, котик, кончи мне в ротик, нахуй. Ну, пиздец, я охуел, конечно. Ну, типа... Как бы он... Совсем уж какой-то... неадекватный, конечно. Просит молодых людей кончить ему в рот, все такое. Не. Чего? Он руки себе накачал, хим? Филипп Киркоров.
Типа той же жижей, что и типа руки базуки. Не, ну руки базуки, конечно, он вообще ебанутой хуйней сделал. Да ладно, все настолько плохо. Филипп. Бля. Вот это как-то странно выглядит, нахуй. Если бы оно вот хотя бы в эту сторону шло, но не. Оно как-то вот ебано в правую сторону идет. Да. Ну, люди в старости лет при деньгах, конечно, делают всякое. Ну, если так подумать, то нахуй ему сила нужна, да? Ну, типа, чё, он разве с кем-то будет, там, типа, с силой тягаться или чуть-чуть? Тут главное, как бы, для него, очевидно, внешка и ничего общего. Какой-либо функциональной, так сказать, там, этой, ну, ему не надо. Бля, сука. Не, ну тут... Нет, тут прикольно молодиться. Ну, да. Только чутка перебарщиваю. Да, не то чтобы перебарщиваю, это... Да как вы доебали меня, ей-богу, пацаны. Просто нормальных хирургов ему надо. И... Не, ну, справедливости ради, он не настолько по-ебанутому сделал. Вот некоторые же там вообще оторваны от реальности люди, вообще конченые. Так настолько, типа, ну, безумную операцию делают, что они потом, ну, на людей становятся не похожими. Просто тут как бы вот смотришь на Филиппа Киркорова и ты понимаешь, что он, блядь, ну просто ты знаешь контекст. Он старый, типа, ну, ему дохуя лет, типа. Ты просто это знаешь. И это как бы, ну, этого, как бы... дает ему, как бы сказать... Не очень
Такой приятный контекст. А так в целом он хотя бы не настолько ебануто делает, как это обычно делают звезды. Ты еще остальные образы не видел? Ну как не видел? Ну может быть и видел даже. Хотя нет, я давненько Филиппа Киркорова не видел. Так что да, скорее всего, я не в курсах, насколько все плохо. Don't follow me. Don't see that. Don't think of me. Под деда белого. Давай уже 5 звезд. Погнали. Отлично. Звездочка. Я вот такими звездами сейчас на своей ноге флаг. Охуенно просто, блядь, заебал. Ну классно, классно. Вот это-то прям вовремя залетел, так сказать. А? Представляю, год там 4400 и едешь на пятерке по дороге под Эминема. А тебя фанил программизмом. Фонит, сдуло нахуй. Да. Предим. Ой. Доброе утро, девочки. Бля. Езжай, говна, кусок золотой. Давай, давай, давай. Не жалко, нельзя полосы здесь сделать на машине. Российские. Оно уже и так почти российское. Белого только не хватает. Было бы угарно. Блин, поврежден на грузовичок. Мой некрогрузовик. Мой тарантас ржавеет прямо у меня на глаза. Бля, дед умер, что ли? Все чисто. Добро пожаловать, сэр.
Погодите, ребята, дед умер, походу. Или нет? Я не понял. Живой. Не ожидал меня увидеть. Не волнуйся, я еще не умер. Не умер, не умер. Если бы это ты, я бы... Когда в интернет захожу, мой канал пропускной пол инета занимает вот тысячи падает. Она вообще не зайти, там весь канал. Надо... Ну что я могу сказать? Я надеюсь, что родители гордятся тобой. Так. Отлично. Доступен. Уильям Дефоу. Уильям Дефоу. О, детские игровые системы. Надо бы донести туда. Да. И это так, это так. Мама врать не станет. Так, погрузим все в машину. Да. Заказ назначен. Котэмэ Луиза! Бля, да ну! Нет! Я не знал, что такое возможно, моя машина взорвалась. Или нет? Или все окей? Пизда. Какая же это была плохая идея. Весело тебе, блядь. А мне что-то не весело, блядь. Сука. Все, бля, пизда, нахуй, приехали. База есть поблизости? Надо базу искать. Что, сука? Обидно. Да. О, база. Вот тут соврала, конечно. Опер упал. Намоченный. Что за хуйня? Бля. Так, изготовим машину. Погоди. Непон.
А, охуеть. То есть я изготовить машину не могу, да? Не, ну, блядь. Охуенного придумали, конечно, что я могу сказать. «33 фотографов». Проклятие. Но какой-то жесткий хейт-спич идет. Какой-то абьюзинг. Я готов принять сторону Гудзона и забанить этого абьюзивного красавчика на эхо. Он, конечно, красавчик, но может стать забаненным красавчиком на эхо. Бодишейминг, да. Или фейс-шейминг происходит. Ну тут не угадаешь, как бы, непонятно. Непонятно, непонятно. О, классная песня. Он там, типа, спрашивает интересные вещи. Вот как раз таки песня о привлекательном мужчине пришла. Спасибо за ваш вклад. Как же я был обеспечен. Теперь мне надо как-то машину сделать. Или нет? Кто-то мне оставил клоунскую машину. Один вот походу напрягся. Что действительно можем забанить. Ну просто он видит, что мы уроды, поэтому как бы в делах внешности мы как бы не шутим нихуя. Блять. Сижу напряженный, ага. Бойся, 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 бойся. Бойся, бойся. Блин. Собрались как-то твари ограбить мою машину.
А, пизда. Так. Да ладно. Чё ты там лутаешься, блядь? Лутается он. Чё пизда. Ну, я не думаю, что вообще тут проще затерпеть реально. Ну типа нахуй, бля, куда-то там ехать, 1150 километров. Тут проще реально, ну, просто затерпеть. Как бы это. Ну типа нахуй надо куда-то там ехать. И типа доказывать, что ты красив. Ну разве что, типа, знаешь, типа ты такой... знаешь, что можно сделать самое лучшее в этой ситуации, если тебя назвали некрасивым? Доказать обратное, что ты красивый. Надеть самое красивое, что у тебя есть. Выбрать самый охуенный ракурс. И... снять видео. Интересно, кто-нибудь И видел? снять видео под эту музыку. И приговаривать, типа, на этом видео, типа, ты бы меня трахнул, типа, ты бы меня трахнул, я бы себя трахнул, типа, и все. И сомнений нет. Все. Доказано, что ты красавчик. 100%. Тут, так сказать, нельзя не согласиться. Не посмотрел. Не, а тут надо по уму делать. Типа, не то, что не посмотрел, а ты просто тупо будешь вынужден посмотреть. Просто... жестко верситься начинает это видео. В тиктоках там, на ютубе. И как бы ты ни хотел, это видео все время появляться. И это видео тебя даже убедит в том, что он красивый, и ты даже ему позвонишь, и ты к нему приедешь, и все. Ориентация поменялась. Судьба тоже.
А все началось из-за того, что ты назвал его некрасивым, и пиздец. А нужно было оно тебе? Нет, конечно. Тут вот надо разобраться. Ну, смотри, значит, сначала будет отправлено, а потом уже будет завирусено. Да. А тут непонятно, кто кого булит. Ну, то есть, как бы, буллинг, он понятие растяжимое. Зачем нужно булить кого-либо вообще, в принципе? Я просто разговариваю о том о сём. Главное, чтобы все себя чувствовали комфортно. Блин. Тебя хуесосит. Да, нет, как бы. Блин, потом забаним Рокси, он такой, ну чё вы, блин, ну чё, я просто такой человек, ну блин, чё вы стали ко мне? Ну поймите, я поменяться так резко не могу, ну блин. Ну классический Рокси. А? Телефон, да. Опа, смотри. Телефон, да. Строим, строим. Все не зайдете. Да. Блин, вот если бы я дорожил своими зрителями. Ну что ж поделать, да. Опять ты курьер, опять я курьер. Привет, Колози, здорово, здорово. Так. О-о-о. А мы сейчас дорогу построим. Блин, по идее, я, конечно, могу просто
поехать на основной сюжет. Как бы. Но ё-моё, как бы... Не знаю, у меня, походу, есть такая херня, которая, ну, как бы, не знаю. Но мне хочется дороги строить, я без понятия. Вот, это уже другое дело, Рокси. Правильно. О, как много керамики, Кая. Заедем, заедем. Че я смотрю? Зетник. Блин, была бы у меня новогодняя шапка с расцветкой российского флага, было бы охуенно. Я бы такой, оба. Вызов принят. Блин, ну ебаные смоляные мужики, пошли нахуй. Я эту группу... Твою там, все, меня будут сейчас ебать смоляные мужики. Я эту игру прошел чисто из-за музыки. Но она так нечасто появляется, эта музыка. Блин, какая же жесткая моча. Мне пизда. Леди и джентльмены, меня убили. Как вы думаете, ладно, тут как бы речь о реализме, оно такое, да, совершенно ебанутое. Но, блин, когда тебя ебет огромный кальмар, или точнее не то чтобы ебет, а собирается выебать, будешь ты медленно вот так вот вставать, типа такой, типа нехотя, как будто бы ты в понедельник просыпаешься на работу, или ты, сука, подорвешься нахуй резко и побежишь ебать. Вот что из этого вот случится, из этих двух нахуй? По-моему, нахуй, бля, второе, бля. А не то, что этот, блядь, Норман Ридус делает. Пипец, ну чё он так медленно встает там? Я вообще не понимаю. Захлебнулся Хиралия, ну это да. Все, откачали себя. Точнее, малыш нас откачал. Да уж. Сэм, сука, Сэм, сука. Нельзя обосраться. Твою там мать, господи.
Да двигайся ты, сука, ну... Мне, походу, кирдык. О, раскачивание моего. Моей жилплощади. Нажимаю Z. А, патронов нет. Ну, походу мне пиздец. О, чел! Ну кидай, братан! Ловлю. На, тварина говна. Беги, беги, родной. Да хватай ты, кидай. Все, давай, спасибо за полную хуйню. Ничего себе, машина летает. А, блин, ну все, ваншотнули просто. А, не, я живой. А, давай, 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 заебал. Боже, нахуй. Встает он, конечно, просто. Так, мне нужны добровольцы на поддержку. Надо искать других людей. Идет на помощь, идет на помощь. Я всех курьеров, которых увижу, смогу вообще подсоединю. Ну, это какой-то файт вообще конченый. Так, больше... А, вон он. Чувак. А, это я, блин. Ну ладно. Бебе. Юморной наш бебе. Так, окей. Надо как-то дождаться помощи. Блин, у меня вообще ничего нету. Пакет с кровью, пакет с кровью. О, пистолет против твари. Давай, 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 давай.
Давай. Мужик, ну куда ты так кидаешь? О, второй пистолет, давай кидай! Срочно! О, какая херня. Не хватит боеприпасов. Не, ну вообще как будто бы должен одолеть. Сколько у него хп-то осталось? Вообще что-то мало. Так, еще один мужик показался. О, граната! Давай, 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 давай. На! На! И держи последнюю. Ладно, предпоследнюю. И вдогоночку еще. Все? Это стоило мне 2 жизней. Ну, нормально. Ну, слава богу, эта мразь не взорвалась, ничего не это. Если бы она бахнула, вот это вот было бы печально. Тут столько всего лежит. Удалось. Ну, теперь собираем хиральные кристаллы. Моя хиральная награда. Да уж, награда, да. Это прям буквально эквивалент награды в каком-нибудь, ну не знаю. Это, короче, не деньги, а какой-то там, типа, не знаю, Сбер, спасибо, блядь. Или какие-то баллы канала, нахуй, на Твиче. Типа. Да. Ну ладно. Так, ну, кстати, тут керамика есть. Вот тут, в принципе, можно было повоевать чисто ради керамики. По большей части. Так. Так. Еще керамика. Все, потопали к машине. Нужно попить. Ща, подожди. Погрузить. Погрузить. Это выгрузить. Ладно, давай погрузим эту машину. Разберем потом.
что пора. Пора, родной, пора. Охота херней страдать какой-то. Так ты уже занимаешься этим вроде, не? Все идет по плану, как говорится. За 3 дня новый язык выучил. Так. Блин, вот бы еще керамики, ну ё-моё, как так-то не хватает-то. Блин, вообще по херне не хватает. У Димана какое-то обострение. Кто-то счастлив. Не хватает мужского внимания. Или он чувствует себя виноватым за то, что он написал тебе. Он виноватым себя чувствует. Да, он реально себя виноватым чувствует. Сканирую удостоверение. Бриджес. Провожу идентификацию. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Все чисто. Добро пожаловать. Блин, Диман, будь мужиком, просто чисто по-человечески, нахуй, бля, извинись, как этот, нахуй. Что-то как этот, ну, вообще, в самом деле, бля. Скажи, блин, нормально, блин. Сказанул херню там, вот это вот все. Скажи чисто. Скажи там это. Ну я же такой. Ну блин. Блин, керамика 40 только. Да. А, передача карт, да. Чудесный подарок. Спасибо, Сэм. Так. Ну, Рождество же. Кстати, с музыкой из фильма Тельма. Спасибо за ваш вклад. Тайна кратера. Данные. Карта памяти. У.
Музыка из фильма ужасов Тельма, снятого в Норвегии в 2017 году режиссером Йоакимом Триером, который приходится дальним родственником датскому гению Ларсу фон Триеру. Эти композиции совершенно скандинавские по духу, мрачные, вместе с тем чарующие прекрасно. Главная героиня фильма молодая женщина по имени Тельма, выросшая в строгой семье. Когда она впервые испытывает любовь, спящая в ней силы вырывается на свободу. Этот фильм пленит сердце красотой, грустью и страхом, который всегда сопровождает любовь. Он о том, что значит быть связанным с кем-то и что значит разорвать эту связь. Да уж. В душ. Я думаю. Дайте мне подумать. Да. Тяжело. Мы все неловким образом стараемся не замечать Димана в комнате. Находимся в неловком молчании. Так сказать, как это? Вежливо ждем окончания его истерии. Тебе все спасибо. Скучные вы. Вот и все. Вот и все. Данным неловким высказыванием я выбил Димана из колеи, и теперь он вернулся в норму. Ну, точнее, из неадекватной колеи. Он вернулся обратно в адекватную колею. Не понял. Не, ну он опять продолжает. Он опять продолжает. Он такой типа... вот что он сделал. Ладно, я буду продолжать говорить хуйню. Типа...
буду гнуть свою линию. Так. Еще больше объем экрана. Ну, вот это возьму. Ну, это пистолет, примерно такой себе вообще. Блин, походу в Южный придется ехать за материальчиками. Ай, придется ехать за керамикой туда. Бляха-муха, поехали. И там же соберу себе на машину нормальную. Или похуй, на этом буду кататься. Или нет. Или да. Да. Все-таки жалко мою машину. Взорвал я ее, конечно, прям не очень приятно. Некрасиво получилось. Да. Надеюсь, Петрович меня ждет. Похоже. Какая же уродская расцветка у этой машины. Я готов потратить ресурсы чисто для того, чтобы сделать свою машину. По своей расцветке. Херальная свеча. Материалы разрушенных керамика 40. Блин, какая-то дура припарковала свою машину прямо посреди дороги. QBT какой-то. Ну, неудивительно, что только QBT так могут сделать. По-моему, там ник не до конца написан, типа LGBTQ. Наверное, но там будет написано. Если полностью. Ах ты сука.
Так, интересно. Керамика. Так, давай керамику по 400 заберем. О, хорошо. Ровно прям практически. Так, и давай построим машину. А, блять, надо вернуть керамику, да? Класс. А это кусок говна, я спешу. Все. Чтоб глаза мои его не видели. А, погоди, у меня же хиральные ботинки, кстати. И они уже почти сломались. Ничего себе. Где какие-то хиральные ботинки? Бамбушилка. Все. Не, ну все. От красота. Вот эта машина, я понимаю. Вид имеет. Заряд батареи, ёпта, просто космический. Не знаю вообще насчет хирального покрытия, защищает меня он от дождя или нет. А почему-то мне комфортнее именно с такой расцветкой. Вот реально что-то думаю, что как будто бы оно дает какую-то дополнительную защиту. Это как красный свет у орков. Они ведь верят, что красный свет делает машину быстрее. Так у меня вот так же и с этим расцветкой. Да, с этой расцветкой. Думается мне, что тут якобы защита есть. По крайней мере, от темпорального дождя. Ну, по логике вещей, оно должно защищать от темпорального дождя. Так.
Ща пройду. Ой. Там везде пишут, что YouTube все. О как. Как это YouTube все? Тут буквально недавно человек у меня на YouTube писал. Ну хотя, наверное, он может быть просто не из России. Ну, по крайней мере, у меня открывается. У меня открывается. Всякие новостные каналы, видимо, стараются обратить на нас, типа, эй, смотрите, что мы пишем. После НГ начнут жестить. Да, господи боже мой. Ну, помойка не помойка, но одна из самых основных мессенджеров, как бы то ни было. По крайней мере, у нас здесь в Якутске. Даже, блять, вот тот чел, с которым я общался, нахуй, по поводу денег из Дубая, тот тоже WhatsApp юзал. WhatsApp, наверное, популярнее Viber, мне кажется. Хотя, кажется, в этом, как его, в той же Корее, в Китае, в таких вот местах. А, еще вот в Таиланде, вот вспомнил, там лайном пользуются, по-моему, лайн.
есть же еще Lion. Вот Азия использует Lion зачастую, кстати. Интересно, кто-нибудь видел? Ну, ВК это, конечно, пиздец. Меня напряг тот момент, что какого-то хуя, блядь, от моего имени было отправлено дохуище запросов на дружбу каким-то вообще непонятным левым людям. Я так смотрю, бля, кто эти люди нахуй вообще, типа? И все поголовно какие-то, типа, якобы около блогеры, нахуй, или что-то более. Я так подумал, как будто бы ВК таким образом, типа, взял у них заказы и, типа, крутят им подписчиков, типа. Надежность, да. Ну, это пиздец. ВК, конечно, параша. Если вспоминать и брать во внимание реально тот момент, что за ВК реально можно тупо присесть на сколько-то лет, это, конечно, пиздец, охуеть, как печально. Мягко говоря. Мгм. Да, чего тут нет? Бля, ебаная керамика. Сейчас всего опять остро не хватает. Ну да, похоже. Вот Discord реально типа, ну там. Не, ну там. Не, вот реально понимаю Discord. Нахуй его бань. Ну в том плане, смотрите, короче. Ты, по крайней мере, в Дискорде не можешь случайно залететь в какую-то ебаную группу или еще куда. Там как-то все намного проще, плюс надежнее, что ли. Там за тебя никто ничего не может сделать, по факту. То есть там в Дискорде мошенникам работать куда неудобнее и так далее. А ВК, бля, вот пиздец, блядь. Такая духота со стороны этих, бля, мошенников. Залетает все время всякое говно. Потом еще от всяких разных типа курсов, магазинов там. Вы хотите приобрести курсы 3D моделирования? Помнится, вы однажды просто
один разок заглянули в нашу группу, теперь мы вас будем заебывать всегда. ВК. Да. Он такой. Вот и думайте, да. Бля, давай не будем нахуй мне мозга ебать. Пожалуйста, не застревай. Спасибо большое. Ценю за сотрудничество. Забавно, что мое прямое столкновение машиной в какого-нибудь челика, нахуй, это не, ну, не смерть. Все, мужик секайнулся, нахуй. Теперь он маленькая Лоля в фэнтезийном мире, в аниме. Вон, следующая Лоля, которая сейчас полетит на фэнтезийный мир. Я исекай машина. Блять, меня тормознули гайеры. Сейчас. Бля, сука. Хе-хе. Блин, сам, вот, бля, игра была бы такой смешной, если бы главным героем была бы женщина. Прикиньте, нахуй, я гранатами кидаюсь и покрываю всех мужиков кровью своей, бля, это вообще пиздец был бы. Бля, мужик, сука, вставай, драчун! Потому что я дерусь. Поэтому я называю его драчуном. Бля. Старина. Иди нахуй. Пошел нахуй тоже. Йоло! Чё, мужик только постирался, блядь? На, обрадую тебя, блядь. Смесь говна, мочи и крови. Опа! Трехочковый. Готово. О, предскар. Спасибо. О, вы из Англии? Так. Сейчас дождемся этого чувака. Yes, of course. Да, да. Кангал кошки.
Все. Сейчас залутаем керамику. И чисто кайф. О, куб компаньон. Это новая вещь от Valve будет у нас, когда мы доставим эту красоту. Кушай с металлом. Металл. Так, керамика. Бомба-лепушка. Металл. Да блин. Да блин, ну сядь, ёпта, я же нажимаю. Ах вы гондоны хуёвые. Блять, долбоёбина, ну чё ты делаешь-то, сука? Ну пизди его, пизди нахуй. Блять, ты меня только... Боже, сука. А, какая тупая. Бля, вот хуесосы, они меня еще машину сейчас, наверное, да, куда-то денут нахуй. Пиздец. Заебал, бля, сука. Вот этого я не ожидал, нахуй. Вау, они не тронули мою машину? Так бывает, ебать? Блин, вот в игре это как бы вообще нежелательно убивать людей, но, сука, как же сейчас мне захотелось их всех поубивать к хуям просто. Вот. Я об этом очень сильно пожалею, конечно, когда их убью, но ёбаный рот. Как же, сука, охота это сделать. Вот.
Кодзиме как-то хорошо удалось вот подавлять желание убивать, ебать. Просто не то чтобы как в жизни, но просто типа в жизни ты за это присядешь нахуй надолго и пиздец как бы твоей жизни. А если смотреть на игру, то в игре не то чтобы то же самое, но, блядь, усложнишь себе жизнь точно, блин. Очень сильно причем. Дождей будет дохуя. Монстров будет дохуя. Одни сплошные минусы. Бля, говноежка. Хули ты трешься рядом с металлами этими? Подохни, хуйня. Если что, он не умер. Он, так сказать, оглушен. Бэтмен не убивает. Он ушел спать. Хуя он защищен хорошо. Да блять! Блять! На нахуй! В смысле ты живой, блять? Сдох. Да, блядь, чё вас так много-то?
Да блин, как же тебе похуй. Все, успокоились. Можно вас грабить. Какие же недушные суки. А, нет, она не надо. Вот это, пожалуй, возьму. Ах. Ладно, пока музыку выключу. Аллергия со временем она может появиться. Ну, не знаю даже. У меня как будто бы начинает появляться аллергия на шерсть кошки. Тебе все спасибо. Осторожно, впереди тварь. Кто-то счастлив. Впереди твари. Осторожно, впереди твари. Остерегайтесь тварей. Остерегайтесь тварей. Все, полный заряд. Остерегайтесь тварей. Да, это заебывает. Именно вот эта вот ебаная анимация каждый раз появляется. Замедление времени. Как моя хуйня начинает появляться, двигаться. Заебывает. Так, керамика. Угу. Все, похуй. Строй.
Мне, кстати, эта игра потихоньку начинает частенько так снится. Ну, прям как-то так вскользь. Тематики из этой игры, короче, лезут в мой сон. Что-то мне какой-то такой сон был, как будто бы я что-то в магазине хочу как-то там расплатиться. Но в качестве платежа я почему-то требовали там... Не то чтобы мой кал и мочу, но я типа думал серьезно расплатиться там как-то типа кровью, что ли, там типа сколько-то капель дать, все такое. И там вроде как даже типа неплохо получалось, я там что-то такое хорошее прям хотел приобрести. Ну, приснится же всякое. Ебал я в рот эту керамику, сука. Вечно маленький кропали, его не хватает. О! У меня было на спине чуть-чуть. Мега кайф. Mountain Knot City. Бля, сколько дороги надо еще построить. Ну хотя, как будто бы вот это вот предпоследнее, да? В принципе, дальше-то особо дорога не нужна. Можно так доехать. Вообще не париться. Да, предпоследняя. Крематорий. Слушай. А крематорий-то тут есть. Что как бы меня на мысли направляет. Что как будто бы я могу убить бомжей.
Естественно. Спускаемся аккуратно. Взорвать еще одну машину неохота. Сканирую. Сканирую удостоверение Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Ты, наверное, Сэм Бриджес. Отряд из одного человека. Мы живем в глуши, однако молва до нас доходит. Все мы слышали про великого доставщика, про банца с тварями, про остановщика террористов. Эту фразу я еще подправлю. Остановщика. В общем, это нашей встречи. Ну, что ты нам принес? О, это невероятно. Это здорово нам поможет. Спасибо. Когда мы закончим, ты даже не узнаешь этот пункт. Брифин. Да ё-моё. Кропалик опять. Ладно, теперь осталось подключиться к сети. Ведь так? Это новый Кьюпит или старый? Что-то понять не могу. Бронепластина. О. Так, травматические. Это хорошо. О, как же приятно быть частью UCA. Мы слишком долго просидели на необитаемом острове. Скорее бы подключиться к штаб-квартире. Починить все будет непросто, но я полон сил, и мне хочется поскорее взяться за работу. Не подведем нашу страну. Спасибо, Сэм, и удачи. Хотя зачем она тебе? До западного побережья рукой подать? Привет, Эфрит. Отлично, Сэм. Затем тебе нужно протянуть сеть к распределителю к северу от города. Сейчас самое время это сделать, ведь они прислали сигнал бедствия. Данные еще поступают, но, похоже, у них несчастный случай, и нужно оказать помощь. Загляни в терминал доставки. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Так. Это броня для плеч и ног. Минус в том, что, надев ее, ты не сможешь нести груз. Ага. Так что тут нужно все учитывать. Понял. Так. Ну, травматическое штурмовик. А еще шашек готовит. Да, понимаю. У меня часто такое бывало.
Доставка крови. Филипп Норт. Так, вообще, мне, наверное, надо... побольше геометрических гранат. Давай побольше. Максимум. Да я бы рад. Запомни, Сэм, когда времени мало, главное скорость. Осмотри свое снаряжение и возьми только то, что поможет побыстрее добраться до цели. Да, я понял. Господи. Не учи ученого, не учи. Заказ назначен. Параметры. Так, сейчас надо, наверное, пистолет. Блядский стыд. Ну да, принимаю. Так. Ну, как бы принимал, но типа как бы сейчас думаю, что ну, пока прекратил, думал, что как бы не надо пока что. Или стоит продолжить? Ну, я именно про эту херню. Про маску эту. Лекарство, сука, блин, очень сильное. Поэтому я не хочу сильно им пользоваться. Довольно-таки мощная херня, поэтому стремаюсь им пользоваться. Порой. Спасибо, спасибо, ребята. А менее сильного нет? Да как бы от них как будто бы толку вообще никакого. Ну, сегодня перед сном еще, наверное, подышу вот этой ингалятором, бередуалом. Да. Так, пистолет против тварей. Давай еще плюс одну. Гранаты, в принципе, есть. Блин, давайте еще одну штурмовую травматическую сделать, что ли.
Ну все, я готов. Так. Так, все ПХК. Положим транспорт. А хотя еще давай, знаете, пакет с кровью еще сделаю. 3 штуки. Все. Поехали. Спасибо за ваш вклад. Применять оружие запрещено. Кайф. Почему-то мне кажется, что там мул напали. Нападение очередное монстров, типа, ну, делать было бы как-то тупо. Так, 40 минут. А, вот как эта дорога. Проложена. Так. Построим генератор. Привет, токарь. Легкие, чистые. Ага. Прикольно. Строительство завершено. Пора. Через лес, наверное, поедем. Да или вот так поедем. Давай так поедем. Интересно, кто-нибудь видел кого? Да, тут дорога дальше строится.
Чего? А чё они так возбудились-то от ССДшника? Типа, мол, они хотят сказать, это ихние, что ли? Я на работе все экстракты подегустировал. Самый вкусный сладенький это инулин из цикория делают. Сканирую удостоверение Бриджес. А, Идентификация. ну ты пиздобол получается. Все. Правильно, правильно. Подставляй рот получается. А прикинь? Был бы такой закон, который дает право трахнуть орально мужика, если тот пиздит. Жесть. Не круто было бы, да? Большое спасибо. Теперь наши медики быстро его подлатали. Ты спаситель. Такая скорость просто поражает. Эй, береги себя. Будет жаль потерять такой талант. Две звезды. Кстати, это был не несчастный случай. Нападение. Молы? Кто-то подложил заручник, А. с которым мы обработали. Ублюдки-сепаратисты считают эту землю своей. Сепаратист. Этот груз мог быть у любого из нас. Твою мать. Нужно действовать осторожно. Усилить меры безопасности. По крайней мере, никто не погиб. Спасибо, Сэм. Серьезно. Я слышал, хиральная сеть развивается. Как думаешь, ее сигнал добьет до нас? Надеюсь, что да. Попробуй. Ладно. Нифига себе. Штурмовая винтовка уровень. О. И на кой хуй я два... Блин, ну ладно. Околосмертный опыт. Нет, уйди, пожалуйста. Сработало? Супер. Мы изголодались по информации. А если попадем в беду, то сможем быстрее об этом сообщить. У меня просто нет слов. Ну что, Сэм, перед горным узлом больше остановок не будет. Но последний этап самый сложный. Отдохни в личном помещении и проверь снаряжение перед выходом. О! Нам да... Нас заставляют отдыхать. Шемпорт Бриджес.
Амелия! Хикс и его люди добрались до краевого узла. Теперь мне не сбежать. Бля. Все погибли, город разрушен, а руины кишат тварями. Они повсюду. Где твою кипу? Но я смогла тайком выбраться сюда. Может быть, это наш последний разговор. Просто знай, я в безопасности. Пока что. Обещай, что продолжишь выстраивать хиральную сеть. Это наша единственная надежда. И мой шанс обрести свободу. А как закончишь, мы вместе вернемся на восток. Амелия, твою кипу, где она? Сэм, я буду ждать тебя на берегу. Блядь, что-то тут не так, нахуй. Че она, блядь, не говорит нихуя? Ей вопрос задают, нахуй, она, блядь. Связь с курьером, который нашел мой чип. Связь потеряна. Это восстанавливает мою выносливость. Ты не понимаешь. Это нужно для здоровья моего. Мне доктор прописал. Все легитимно. Так. Мага. Флотский синий, маскировочно черный, волчий серый. Ауф. Хиральный золотой. Ля. Спасибо.
Спасибо за клип. Ща. Ой, как его? Покушаем. Эй! Да, блин. Сам тоже кушает. Надо что-нибудь позитивное. Вот это вот мне нравится. Рис? Ну, типа плов с мясом жеребятины и острым соусом.
Так. Давайте-ка мы кое-что посмотрим. Пока сидим, кушаем. О, давайте это посмотрим. Блин. Самое важное и актуальное в популярном канале Newsatch 2 в Telegram. Подпишись и будь в курсе раньше всех. Начнется ли ядерная война? Что ждет? Блять, иди нахуй. Так. Секретный уровень. Люди рождены жертвами. Хрупкие, трусливые. Империум выбирает лишь избранных. Детей мы ломаем десятилетиями муштры, Ебать. очищая от слабости, искореняя их страх. Те, кто выживает, перерождаются с силой, способной разрушать города и покорять миры. Но ее нужно контролировать. Страх перерос в повиновение и веру. Много веков назад я выбрал дитя, полное боли и ярости, которое не ведало страха. На что может быть способна такая душа? Прочь! С дороги! Старик! Ха. Блин. Что-то охуенное. Так, погодите. Я за добавочкой. А, нифига, Титус.
Ну, кстати, наверное, Тайтус будет правильно. Ну, для меня он Титус. Титус. Абсолют. Подтверждаю. Тираниды. Хотя нет. Какие-то язычники. Ебать. Ебать. Хо-хо-хо-хо. Нихуя это было круто. Да блять! Вот тут. Вот, на, блин, не жестко. Ё-моё. Да ну нахуй. Жесткий.
О, Хирали. У. А перезарядиться? Такое ощущение, как будто бы над этой анимацией также работал тот чел, который делал серию Астартес на ютубе. То есть такие есть. Любимый энергетик? Не, ну, самый дешевый просто. О, чел вышел. Техножрец. Нихера себе. Блин. Один умер. И второй.
Я выбрал дитя, полное боли и ярости. Ты выбрал дитя, которое никогда не ведало страха. Нихуя. Титус жесткий. Цель подтверждена. Снаряды запущены. Умрите с честью, братья. Не, погодите, а Титус что, разве он умрет? Он же вроде это... Будет еще дохуя жить, не? Ну, носит старика. Тит. Наш долг выполнен. Пора уходить. Еще нет, старик. На что может быть способна такая душа? Блин, прикольно. Там есть еще прикольно про этот, как его, Unreal Tournament. Ксен. Секретный уровень. Все, пошли. Пора.
Он приставил пистолет к Биби. Привет, Сэм. Эту новость ты должен услышать. Я узнал ее недавно, благодаря тому, что ты расширил хиральную сеть. Она связана с ББ. Я все раскопал сам, имея в виду. Не по чему-то указанию. И если кто-то спросит, вали все на меня. Не хочу, чтобы у тебя были неприятности. Ты просто слушал мою болтовню, ясно? В общем, похоже, Бриджес был не первый, кто занялся ББ. Первыми были сепаратисты. Террористы, боровшиеся с расширением UCA. Они начали применять их примерно 3 года назад. Примерно в то время, когда Бриджес-1 собирался отправиться на запад. Похоже, у сепаратистов тоже были проблемы с тварями. И они решили, что им удастся натравить их на нас, если они смогут их отслеживать. Когда об этом узнал Бриджес, было принято решение вышибать клин клином, использовать ББ в качестве контрмеры. Возможно, что твой был создан именно для этой цели. И судя по тому, что послужной список ББ-28 исчез, кто-то пытался это скрыть. Мне всегда казалось странным, что мы используем технологию, которую практически не понимаем. Да, вполне себе хорошая. И теперь мы знаем почему. Но специфичная за счет того, что... копировали чужие методы. И еще кое-что. Насчет первых экспериментов с ББ. Насколько мне удалось понять, они, похоже, начались примерно в одно время с выходом смерти. Их проводили на острове Манхэттен у восточного побережья, который, судя по всему, был полностью уничтожен в ходе выплеска пустоты. Тогда эти эксперименты проводились при поддержке и с одобрения американского правительства. Я предполагаю, что программа Bridge Baby была задумана, чтобы попытаться лучше разобраться в природе выхода смерти. Однако из-за проблем, связанных с этикой и безопасностью, общественность была резко против этого проекта. Ну, понятно. И все же работа была продолжена, и они, отчаянно пытаясь разобраться в величайшей катастрофе нашего времени, вызвали еще одну. Нужно также сказать, что при взрыве погиб и сам президент. Именно после его смерти, когда его сменила вице-президент Стрэнд, она своим указом приостановила эти эксперименты. Документы были уничтожены, центры закрыты, и все сделали вид, что никаких ББ вообще не существовало. Но возникает вопрос, как сепаратисты сумели восстановить эту технологию десятки лет спустя? Я сообщу тебе, если найду что-то интересное. Сэм, просмотри список заказов в терминале доставки. Ну, в общем, игра хорошая, на самом деле. Но у нее есть дохера минусов по типу... как бы это сказать? Короче, поведение транспорта могло бы быть лучше, и физика его. Боевка могла бы быть тоже лучше. Огнестрельное оружие, оно как бы есть, и, ну, стрельба как бы тоже есть, но в то же время оно здесь как будто бы нахер не нужно, потому что по лору как бы не стоит убивать людей, потому что смерть приводит к большим катаклизмам и катастрофам. Это буквально огромные воронки взрывов начнут появляться. Что еще? Ну, огромные воронки взрыва, плюс твари начнут появляться, невидимые вот эти вот. И только еще сильнее усложнят жизнь игроку. Действительно, прям симулятор курьера. Надо все время доставлять вещи туда-сюда. У жителей горного узла есть одна проблема, которой нужно заняться. Из-под земли рядом с городом вырывается вещество, похожее на смолу. Его становится все больше с каждой минутой, и скоро оно хлынет в город. Нам сообщают, что языки уже видны внутри внешних стен. Если ничего не предпринять, в ближайшем будущем город затопит море смолы. Пришел заказ из горного узла. Загляни в терминал доставки.
И как бы в целом-то прикольно. Но очевидно, эта игра, ну, не всем подойдет. Прям не всем. Кое-какие моменты народ вообще, ну, не выкупит. А именно, типа, в чем фан и так далее. Не поймут. Предупреждаю, Сэм. Корпус бомбы с антивеществом не предназначен для длительных перевозок. Магнитные захваты, которые сдерживают антивещество, хрупкие. Так я тебе ничего не продаю. Они могут... Не выкупят. Понял. Ну, не поймут тогда, скажу. Буквально ты наш. Так. Little Comedian. Так. Травматическая штурмовая винтовка первого уровня. Епта. Бомба с антивеществом. Все, наконец-то поехали. Спасибо за ваш вклад. Сын писателя. Ну, возьмем. Так, это у нас лагерь терри... Ага. Ну, заодно испытаем сейчас травматические винтовки. Огнестрелом пользоваться стрёмно. А вот этим вот другим... Чё бы нет. Блин. Так, я за материалом. Сейчас надо все доставить это все. Тут дорогу можно достроить, оказывается. Тут реально достроить дорогу. И всегда надо иметь в машине какое-то количество материалов для того, чтобы дорогу построить. Бэйбик.
Так, керамика. Давай керамику по 164 раза возьму. Металл по 404 раза. И погрузить все на транспорт. Серьезно. Блять, это было, ребят, нахуй. Ладно, поедем к этим террористам, там явно будет керамика и металл по мелочи. Во, сейчас сюда закинем. Ну, нормально. Это еще куда не шло. Нормально, нормально. Я думал, ты кайфуешь от общества женщин. Че они? Надоели? Мужчины нужны? Да. О, керамика. 40. Логикой. Ну, блин. Нерит. На работе и дома. Ну, как бы печально. На работе еще сомнительно, конечно, но дома-то еще можно хоть как-то спокойно поговорить, пообщаться. Обсудить и так далее.
реагируют только на тебя, не на груз. Осторожно, тебе может грозить опасность. А, блядь. Я что-то совсем забыл об этом, что там чел лежит. Нормально. Да блин, в какой транспорт-то, ёб твою мать. Это же не мой транспорт. Вот это мой транспорт. На работе у нас всего 7 мужиков, 32 штуки. Охереть. Ну ладно. Да. Многовато. Ну я почему-то такой темы не понимаю. У меня вот как бы проблем такого плана как будто не было. Не было. Ну в том плане, что я не встречал прям, ну, конкретно ебанутой какой-то херни, из-за которой у меня прям по жопу бы сгорело. То есть у меня дома в этом плане нормально. Да и по жизни... Не, ну по жизни были всякие, конечно, но... Не, по жизни были ебанутые, конечно, скажем так. Но сейчас как будто бы, да, все хорошо, все прекрасно. Боюсь женщин. Да чё я боец? Единственное, что как бы не очень, может быть, могут проблем доставить кучу, да и все. В остальном же типа окей. Сегодня ухуйкали 2 станка и 1 упаковочную машину, все сделал, все работает. Сейчас приходит, они концевику бошку свернули на упаковочной машине, поменял, 20 минут прошло, они на ней же свернули тен. Припаял по провод. На место работает. Сука, на 2-м станке сожгли нож для отрезки пленки. Заменил. Работает. Не успел уйти. Так, что-то у них там гелен провода оторвали. Ой, бля. Ты виноват, очевидно. Что, устроился работать там? Да. Не, погоди, а им пояснять-то как-то, ну, блядь.
Ну пиздец. Ну надо было пояснять им реально, или как. Ну не могут же они быть настолько необучаемыми. Им-то наверняка тоже как-то это, ну, должно быть не прикольно в плане того, что они, ну вот, человека дергают и так далее. Ну, по-хорошему. Нихуя тут керамики. Ой, бля, не могу поверить в это говно, бля. Так, я лучше этот груз составлю здесь, пожалуй. По-хорошему нужно поступить так. Не понял. Ну она типа с оптикой же, ну, а как оптику использовать? На каком проценте прохождения? Ну... Больше 50%, я думаю. Точно. Точно больше 50. Меньше... Ну, вряд ли быть может. Ну, вряд ли. Вряд ли меньше. Я в жизни не ронял телефон в унитаз. Так. Моя ща пришла с работы и подходит ко мне с таким видом. Я телефон уронил в унитаз на работе. Ну, а я, блядь, тебе что с этим сделал нахер? Нихер на толчку мне стойте с мобилой. Я поясняю, бесполезно. Я же не раз говорил, показывал, они на своей волне. Они для простых элементарных действий не могут аккуратно сделать. Да ладно, мам, у нас мужики не лучше. Залив в гильотину масло. Я не знаю как. Телефон уронить в унитаз.
Да. Ну, бывает, что сказать, бывает такое. Со мной такого, по-моему, не бывало, чтоб я прям ронял. Ну, я представляю, что этого, ну, легко можно устроить. Как бы, ну... Ну, все же мы люди. Кто ж не ошибается. Правильно? Правильно. Я думаю, если купить водонепроницаемый телефон, то все ок будет. Да не, чехол такой нормальный нужен. Не, ну и телефоны практически как будто бы, ну, нормальные, по крайней мере. Для всех стандартов, ну, быть не водонепроницаемым. Несгораемые сожгут так. Ну, блин. Ну ничего, поспишь. Завтра будет новый день. И вся злоба уйдет. Сон исцеляет. Это правда. Сон лечит. Ну, типа, да. Но он, точнее, токарь тебе говорит о том, что, как бы, дурачок найдет способ утопить водонепроницаемый телефон, понимаешь? Тут как бы вот, типа, ну, посыл в этом. А не то, что водонепроницаемых телефонов не существует. Это слишком буквальный токарь. Семь лет в этой богадельне работаю. На конец этого года какой-то пиздец. Пердак сегодня пригорел. Конкретно. Уходя в технологичку на 3 буквы отправил. Да, вот будет еще забавно, если они такие, типа, коллективные на тебя жалобы напишут, типа, прикинь. Он такой грубый. Блять, прикиньте, под конец рабочего дня нахуй послал. Не, ну, блять, нормально вообще. Нормально. Я, ебать, работаю, нахуй. А меня на работе еще нахуй посылают, бля. И чё такое? И пиздец.
И истерика, и потом она начинает по полу кататься нахуй. Типа. Ножками бить вот так вот по полу. Главное разогнаться в начале, типа вот это вот, типа. А потом, типа, и потом дальше вот это вот. Забавная хуйня. Пару секунд в винтазе он переживет. Ну, возможно, ну, типа, как бы... Наверное, после того, как ну ладно, не будем обсуждать этот момент. Ну, вообще, вот просто представим, типа, в каком случае может сломаться телефон, если, ну, короче, допустим, я брезгую, пиздец, ну, типа, я такой человек, я уронил свой телефон, допустим, в унитаз, я там дико, жестко, жидко насрал, я такой смотрю на это и думаю, бля, да ну нахуй, оно того не стоит. И смываю. Ну, типа. Но не думаю, что так оно было, но я думаю, просто, скорее всего, какое-то время стояли, ну, как бы, ну, происходило созерцание пиздеца, а потом, как бы, понимание того, что он слишком долго там находится, и, как бы, все, пиздец, он сломан. Возможно. Ну, возможно. Так, что да. С почты позвонили, документы не принимают, говорят, отправить их на экспертизу только можно. Как мне же меня заебало все. А как так получилось, что тебе другое имя дали нахуй? Вообще, что за бред, блядь? Ты ж типа не сделал какую-то хуйню по типу. Бля, давай-ка я по рофлу назовусь продавцу Иваном. Ну не может же быть, чтобы ты такое делал. Сэм, я активировал сенсор проникновения. Они реагируют только на тебя, не на груз. Осторожно, тебе может грозить опасность. Да бля, как так-то? Врач дал посылку своему племяннику, какому-то еще ебанаду, который указал не тот город и не то имя. Так еще и описание посылки не приложено, я даже платил за посылку, они думают, что я заказал что-то, я должен приложить чек покупки. Не платил, она отправлялась как подарки, личная вещь.
Блин, ну и пиздец. Тактикульно. Ну, спасибо за клип. От души. Унитазные шутки. Да. Унитазный юмор. Только здесь. Скибди-доп-доп-доп-доп-дип. Дип-дип-дип-дип-дип-дип. Бля, мы когда-то же танцевали под эту песню. Ну, типа... Под этот скибиди, так сказать. Но раньше он не был скибиди. Насколько я помню, это раньше был Нелли Фуртадо. Come on, everybody. Give it to me, give it to me, give it to me, give it to me. Что-то как так, как пелось. Там еще этот, с Нелли Фуртадо был какой-то другой чел. Еще один. Как его звали? А, Timbaland, по-моему. Что-то такое. Не Timberlake, а именно Timbaland. Ну, как-то так, короче. Ну, взяли, споганили песню. Ну, она не была великой, классной песней, конечно, но... Ну, в какое-то время она была очень даже такой популярной, просто.
Да, в те времена, если песня становится популярной, то все, пизда. Ее начинает крутить, блять, просто с любого утюга, нахуй, блин, господи. В те времена. Едешь в такси, слышишь этот нахуй песню. Едешь в автобусе, слышишь эту песню. Танцуешь на дискотеке, слышишь эту песню, нахуй. Где, сука, угодно, блядь. Ходишь по магазинам, блядь, опять эта песня, нахуй. Вот в свое время, я думаю, всех дико заебало, как его, песня, как она называлась-то? Носа. Носа. Ти-ди-ти-ди-ти-ди. Ай, чу-чу пегу. Ай, сучу пегу, блядь. Как заебала эта песня однажды. Просто пизда. Бля, как она заебывала, ебаный рот. Вспоминаешь, охуеваю, реально. Ай, сучу пегу. Еще и самое что ебаное, она приставучая очень, эта песня. Стоит напеть, и она все у тебя в башке, нахуй. Беда-то в том-то, что еще благодаря тому, что эта хуйня играла везде и всюду, она, ну, буквально, ну, практически против твоей воли выучена наизусть практически. Вот в этом беда еще одна. Сучу пега. Ну да, это пиздец. Ну же бывает такое, что против твоей воли, типа, ну, заучилась какая-то песня. А это, бля, бывает. Это вот буквально сучу пегу есть. Жизнь какая-то. Да, запоминаем всякое дерьмо. Блин, кстати, можно очень сильно прям выбесить и затроллировать человека, так сказать, возраста, наверное, ну, от 30 и выше лет. Ну, может, еще 25-летних может зацепить. Ну, вот именно вот эта вот тема с сычупегу. Но, короче, начинаешь им напевать эту хуйню, когда они, типа, занимаются каким-то счетом, там, знаешь. Они такие, типа, ведут счет чего-то там, типа. Ну, например. Или вот стараются запомнить как чей-нибудь номер, а ты такой берешь и сычупегу ему напеваешь. А он, типа, безумно искал, бегал там, эту ручку, чтобы написать. А ты ему сычупегу напел, и все, пизда. Потеряно, пропало. Номер не вспомнить. Страшная херня. Блин, ну за эту тему можно даже поебал получить, наверное. Не очень хорошая штука. Да. Так что пранкуйте на свой страх и риск, так сказать. Да. Пранкуйте на свой страх и риск. This is a prank, bro. This is a prank. Chill, chill.
Блин, столько всякого. Блин, удивительно. Но эта машина все еще способна ехать. Носа. Носа. Блин, вот этот клип еще, если скинуть кому-нибудь, он название не поймет. Он такой подумает, что за носа. Откроет и такой, блядь, гандон. Сука, типа. И все, эта песня застрянет у него в голове. Да. Блин, стала жертвой своего же пиздежа. Эта песня реально жестко засела у меня в голове. Ой, бля. Ни один зумерок же по-любому до этого говна не додумался, да? Чтобы взять, короче, и закинуть эту хуйню в Мималерц. Прикиньте, пиздец же вообще. И в любому там 30-летнему там и так далее, ну, короче, великовозрастному стримеру закинуть эту песню с Мималерца и заебывать на. Любой же охуеет реально. Хотя как работает, интересно, Мималерц в плане авторских прав? Кстати, неплохой способ этого пропиариться. Меня, конечно, прям все возненавидят за такую хуйню. Это будет типа черный пиара. Но я типа, если такой возьму и типа сделаю перепевку носа-носа. И Мималерц. Но этого недостаточно на самом деле. Еще и нужно, чтобы это, ну, как бы юзали. Блин. Какой-то жесткий форс нужен, чтобы это реально сработало. Ну, вообще, это вполне себе реально, да. У этого говнотрека и ебанутый потенциал, учитывая его проклятый статус, ненавистный.
Ну, по крайней мере, лично для меня он такой, но я думаю вполне себе, что мое мнение, ну, разделяют многие, нахуй. Любое говно канает. Я придумал, как можно это сделать. Короче, знаете, как можно это очень легко зафорсить безумно жестко? Короче, беру перепевку этой носы-носы, начинаю ее петь, закидываем малярц. И потом мы просто берем эту хуйню и сами собственноручно отправляем маляртами в... Ну, я, например, собственноручно. Отправляем маляртом каким-нибудь стримерам, у которых большой нос. Да, такой план. Все смеются. И так далее. Сначала оно будет использоваться таким образом. Но потом... Но потом, пиздец. Оно упадет выше этого. И затронет просто буквально всех бумерков. И пиздец. И все будут говорить, типа, блять, как мне заебал этот азиат, нахуй. Сука, почему он поет носа, бля. Почему он не поет на, типа, японском, китайском, нахуй. Ну, типа такого. Дойдет до такого, что в один момент это вот все будет говно закидывать вообще всяким популярным стримерам. По типу Мэдисон и так далее. Вот тогда ебанутый форс пойдет вообще безумно. Ну, к примеру, таким же образом, ну как бы ББ и до этого был очень популярным. Но благодаря мималертам он еще сильнее бустанулся. В плане популярности, так сказать. Благодаря вот этому, типа... забуксовал, который... Есть такое чувство, как бы ты забуксовал, повернул туда, и путь стал замысловатым. Вот это вот. Я не против будет. Окситоцин. Тики-токи. Тики-токи. Интересно, мы сможем поднять до 5 звезд сейчас горный узел? Любопытно даже. У меня очень много груза к горному углу.
как будто бы даже хватит на то, чтобы... Все сработало. По красоте. Блин, металла не хватает. По идее, можно съездить в самый начальный узел и там набрать дохуя металла. И тогда я гарантированно большую часть дорог построю. Можно попробовать. Ладно. Ладно. А прикинь, тут сейчас будет дохуя металла. Нет, конечно. Но есть управляемая дистанционная бомба, что очень даже надо. Вот это что за постройка вообще? Трос онлайн. А, тросы. Ни разу не юзал. Не, ну выглядит, конечно, бредово, но вполне себе работает. Я уже думал, я нормально сюда не заеду. Хорошо. Сканирую. Сканирую удостоверение Бриджес. Провожу конвертацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Доставляю груз. Да. У меня маленький играет в Роблоксе в этот Барбоскинах, и там маленький этот, как его, самый у них маленький Барбоскин говорит: какой вкусный пирожок! О, какой вкусный пирожок! О, какой вкусный пирожок! И так, да, хуй еще раз. Так что да. Чарльз Хан. Брейнрод, да. Ну, поэтому мы телефон им не отдаем. Только раз, а точнее только выходные даем. Чтобы узнать больше, загляните
только в выходные. Брейнрот реален и очень такой хуёвый феномен. В натуре хуёвый феномен. В том плане, что в голове каша. Не критично, конечно, но пиздец каша. Дэнди мир какой-то не гоняет. Блин. Заказ назначен. А у меня все как бы нормально в этом плане пошло. Ну, по нарастающей. То есть я не резко не скакнул сразу на Сегу, SNES или на PlayStation, или тем более что ПК. Вот прям как-то мне так получилось, что я сначала на работе, сначала, по-моему, у мамы, потом у отца, или наоборот, видел досовские игры, а потом уже все вот это вот пошло. То есть я никогда вот увидели, что я начал интересоваться вот такими вот компьютерными играми и прочим, мне это интересно. И я этого хочу. Они мне Дэнди купили. Блин, вот сложно вспомнить. А, спервей как будто бы у матери было. Там на компе Принц Персии был досовский. Так. Потом в деревне, по-моему, я видел Дэнди. А после у отца на работе уже ПК игры пошли такие окейные, то есть там Delta Force, Commandos. Что еще было? Даже Metal Gear Solid был код на компе, я помню. Самый первый. Я сейчас вспоминаю и такой думаю, блять, а он точно его на ПК играл или нет? Типа странно, типа. Но он точно был на ПК. Как будто бы. Или там все-таки стояла приставка на PlayStation. Но вряд ли. Такое ощущение было, как будто там играли на компе. Потому что я точно помню, что играли на клавомыши. Так, что еще было-то? Какая-то фэнтезийная игра была странная. Герои меча и магии. Да блин, там вообще капец игроманы сидели на работе у отца. Каких только игр там не было. У меня мать ПК просто купила. Точнее, до покупки, пока я играл у родственников на Дэнди, у меня была сломанная Дэнди. Откуда-то в доме, а потом мать купила ПК, этот год 2009 был, может.
В 2010 стоял уже. i10, i3. Все говорят, только у друга играл. В плойку и Panasonic играл в одном отделе, где все это продавали. Там же и вторая плойка. Купили мне комп только в 2004. А у меня комп был давно. Сначала был Dendy. А после Dendy вроде как покупалась Sega, но эта хуета очень быстро сломалась, насколько я помню. Поэтому любви какой-то к Sega я особо не ощутил. Но я помню, что там игры были классные. И все. Так, что еще? Любовь к играм PlayStation мне привил друг. Он буквально в соседнем подъезде у меня жил. Я к нему частенько домой ходил. По домашнему телефону все время звонили, спрашивали, типа, там, его Дима, кстати, звали. Ну, зовут, точнее. Он все еще вроде хорошо с ним все, надеюсь. Ну, как-то так. Ну, то есть там вот у Димы, когда сидели, там у него первый PlayStation был, потом второй. И мы каждый раз там, типа, всякие разные игры там типа, ходили, покупали, скидывались, покупали. Прикольно. Кстати, до того, как PlayStation у друга появился, этот PlayStation я увидел там у какого-то чела, я помню. Тогда во дворе прям молва шла об этой игре. Типа там зомби страшные, вся херня, пиздец, типа стрёмная игра. Но их тогда мы еще типа зомби, по-моему, не называли. Типа там мертвяки, там типа и так далее. Только потом, по-моему, после того, как попробовали эту игру, Resident Evil, они там начали использовать слово типа как зомби. Блин, если так вспоминать, у меня что-то прям всяких разных приставок во дворе было дохуя. Ну, то есть не именно в моем дворе. Вот, короче, у меня мой двор, и, короче, в соседнем дворе там тоже были какие-то чувачки. И вот у них там тоже хватало всякого. То есть прям такой. У всех было всякое. То есть это начало 2000-х, как будто бы все были немного при деньгах. Какая-то вот инфляция случилась и так далее. Практически все были миллионерами, что-то в этом роде. И поэтому люди с приставками, компами и там прочее, их как будто было многовато. Я все хочу в ту игру поиграть, название хз, наподобие первых Might and Magic, может она и была. Там справа иконки героев, атака была на пробел, но при атаке снизу экрана выходили мечи, ножи, булавы, копья и прочее. Описание, конечно, шикарно. Это был 3 класс.
А, ну я понял, это, по-моему, есть Might and Magic. Или что-то... Ну, это Dungeon Crawler. Я понял, о какой игре ты говоришь примерно. Скорее всего, это был Might and Magic, типа... Может, 5-й или какой-то там... Ну, примерно там... Короче, до героев Might and Magic были другие Might and Magic. Они как-то назывались, точно не помню. И их было дохуя. И вот такие вот Dungeon Crawler'ы с этими героями разными. Там было их то ли вплоть до 5-й части, или там 4-й, там что-то такое, короче, было. Ну, давай попробуем. А, ну тут герои снизу. Так, сейчас, погоди-ка. Дай-ка видос какой-нибудь включу. Она была 3D или там все-таки как-то все в 2D практически? Hello, Internet. Today I'll be reviewing 4 of the games in the Might and Вот. Magic Dungeon Crawler series. Вот 6 еще. The Mandate of Heaven, 7 for Blood and Honor, А, 8 да. Dave the Destroyer, А, 9 for 9. Rich of Fate. По-моему, даже 10 частей есть Might and Magic. And I'm going to compare all 4 games. Quick background. I'm Что-то мне думается, что 7-я часть, вот это скорее всего. Это одна из таких распространенных была на ПК. Я часто ее видел на этом, на полках магазинов. Вот это вот. Возможно, она Might and Magic for Blood and Honor. Ну-ка. Might and Magic 7 for Blood and Honor. .3DO. Master Iron Fist, Lieutenant Kalik and Sergeant Piridak reporting. Варвар с геморроем. While dutifully patrolling the beach at Bright, amusing master.
Nothing. Continue. Of course. As I was saying, we were chasing the goblins, shooting them in the backs because they would not stand and fight honorably. Regrettable, but necessary. Борода забавная. We had slain nearly all of the goblins when we saw the sea monsters approaching. At first, we thought they had come to help the goblins, but it soon became clear their arrival had nothing to do with the fight on the beach. We ran for cover in the rocks. Each was carrying a bag around his waist, and each was wearing a curious amulet that looked like a small black box. What? Wait a minute. Go back. You mean the part where I personally slew 2 elves with a single arrow? No. After that lie. Tell me about the boxes. They were about 1.5 inches on a side and made of smooth black metal. We couldn't get a closer look. Those boxes sound like something out of legend. What happened next? The sea people began to quarrel, when one group turned abruptly and started walking away down the beach. The remaining started walking the other way. In the morning, we found that one of them had shed its skin on the beach. Their tracks had washed away in the tide, so we decided to return to base and report. Thank you for your report, Lieutenant Kalik. I am pleased to hear something interesting for once. You are promoted to captain. Assemble a search party at once and find those sea people. If you succeed, you can keep the promotion, as well as your life. Oh, and Kalik, one more thing. Good luck. Good luck. О, создается партия. Hear ye, hear ye. Hey, Emerald Island hey. Scavengers. Да. This should be useful. His Grace, Lord Markham, Duke of the Western Lowlands. Прикольно. Go in peace. Yes. Yes. It's ready. Yes. Как же им хуёво. Got him. Ха, ебать, а что случилось? Почему не личами стали? Эу. Ow. Фига, если это что, спидран? Yes. Ow. I don't know. Piece of cake.
Piece of cake. You'll have to get rid of something first. Could be worse. We can always come back. Ну вот 3 мертвые. И сейчас он из них личей сделает. А, не, нормально. Ow! Ow! Ау. Опа. Так, теперь все, кто были с тобой волшебниками, стали личами. Ебать. Причем еще вот эти вот банки с душами этих самых личей надо держать по себе. Если от них далеко отдалиться, то они умрут по-настоящему. Навсегда. Прикольно. Так это игра или нет? Нихуя тут мало вещей. Нет. Нет. Так. Ну да. А, погодите, я же сюда ради материала приходил.
Ебать. Ну, керамики овер дохуя. Как бы. А, Визарди. Ну да. Вот на работе у отца была какая-то вот эта вот фэнтезийная игра, которую я пытаюсь вспомнить. Там вроде как, типа, девушка ходит. По лесу. Там, типа, по тропинке. Ночью. Там еще маленький ручеек есть, там и через этот ручеек мост. Там вроде как типа фиксированная камера с каких-то определенных углов. И вот она была вроде как с мечом. И что-то там ее убивало, я не помню что. Ну там типа какой-то враг появлялся. Вот хз. Вспомнить сложно. И вот как будто бы... Не, вообще не могу вспомнить ее. Название уж точно не вспомню этой игры. Но была такая довольно-таки любопытная игрушка. Я вот думаю, а вдруг это была какая-то survival horror игра? Без понятия. Хз. Похожих на кенгуру. Не, вообще не помню. Я бы, конечно, может быть, сказал бы, типа... Что такое я бы уж точно запомнил, но нет. Нет. Что-то такое вот не помню. Мобов, похожих на кенгуру. Фак 2. Ну, играл. Но, может быть, она была все-таки в Metal. Но она там по лесу бегала.
Не, это точно не она, мне кажется. Эту игру-то я знаю. И тут вид со спины, а там, понимаешь, фиксированная камера, типа, с каких-то определенных углов снимает там, типа. Там, то есть, может быть, с видом сверху, в перспективе, или еще как. Ну, я, кстати, эту игру никогда до конца не приходил. Прикольная игрушка. Должна быть прикольная. Еще крутые всякие разные мультики выходили. Heavy Metal Fuck, по-моему, был мультик. Еще был мультик по Песню льда и пламени. Ну, типа а-ля Игры престолов, но на самом деле конкретно Песня льда и пламени. Там другое, так сказать, вообще. Там тоже Джордж Мартин, насколько я понимаю, но вообще ранние какие-то там типа события Игры престолов. Как раз таки вот про этого Короля мертвых и так далее. Что еще было? А, про один такой мультик узнал где-то на ютубе. Интересно, какой-то такой был. Взрослый такой мульт. Юмор там очень такой. И девушки там, конечно, прям с формами, прям вообще. Там фея была, волшебник, типа робот. И кто-то еще, по-моему, был. Как дела с Хералием? Хреново. Да, название. Там типа какая-то война случилась, там прочее. Там какой-то робот приходил, по идее, убить там этих кого-то, но они его оглушили, или как-то было немного не так. Но, короче, робот изначально был плохой, но потом стал не то чтобы хорошим, но стал слушаться, типа, этих волшебника, фею, еще кого-то. Что-то вроде на их стороне был. И они, этот волшебник, там еще кто-то должны были ёбнуть другого волшебника. И типа давно-давно этот волшебник думал, что убил того чувака, но на самом деле он остался живых, и он поднял дохуищную армию, и та армия начала ебашить, так сказать, весь мир. Что-то такое. А, я проехал. Лол. Сейчас дорогу.
И прикольный такой какой-то момент был, вот что мне запомнилось, что волшебник, он разбирается с своим заклятым врагом этим. Или он был его родным братом, но он был типа злым волшебником. Он просто типа в какой-то такой важный момент во время разговора с ним просто сует типа руку в мантию и достает пистолет и въебывает ему нахуй. Что-то такое было, по-моему. И как бы, ну, типа... Герои, не то чтобы сказать прям герои, а типа такие антигерои. Были они. Все, чтобы достигнуть, типа, свои цели делали. Да. Если попробовать постараться посмотреть всякие разные такие вещи, там всякого интересного много очень. Блин, чё сидеть ждать чего-то нового появления, когда можно заценить что-то типа действительно крутое старое, типа. На самом деле. Стоит только покопаться и найти. Зумерков knowledge о том, что нет ничего хорошего, интересного, нового, а все старое типа хуйня или уже сыграно, но я реально таких не понимаю. Увидели лужицу в океане и думают, что все повидали, так сказать. Ну да, охуенных интересных игр я уверен еще дохуя. Я вот все хочу заглянуть океан игр PlayStation 2. О, бля, там такие игры должны быть. Вот во втором PlayStation такая годнота была охуенная, пиздец. Вот там всякого интересного много. Не говоря уже о всяких других платформах. Не то чтобы Dendy, но на SNES, Dreamcast, может быть. Ну, на Dreamcast не то чтобы море там. Не то чтобы океан, там, скажем. И не то чтобы море, но озерцо точно есть. На Dreamcast прям дохуя игр точно не выходило. Там было как-то с этим паскуднее. А, бля, заебал. У меня нету хералия. Херово, когда у тебя нет хералия.
Херова, как бы тебя нет, херали. Херова. Херова. Ну, блин, вот так вот у меня нет херали, да, что поделать. Хераль, у тебя нет херали. А голову ты свою не забыл? Он побежал нахер за хералью. И пошуршал. Пошуршал. Так, давайте-ка я этот генератор улучшу. Постройка улучшена. Нихера у него зона огромная стала. Зона зарядки безумная стала. Теперь люди, проезжая мимо по этой дороге, по-любому будут юзать этот генератор. А если я сейчас до 3-го уровня доведу, наверное, она еще и очень быстро как, ну, заряжать будет. То есть люди такие проедут и просто... Бля, съебитесь нахуй. Спасибо, блядь. А какой смысл с другими людьми играть? Они помогают в строительстве и свое дерьмо тоже строят. Построить все неинтересно будет, ты что, ебанулся? Типа, ну извини меня за грубость, но, блядь, типа, ты ебанулся? Тут строить дохуя, блин, типа, когда ты ставишь эту херальную сеть, типа, ты как бы выдыхаешь с облегчением, потому что появляются другие постройки людей и так далее, ты такой... слава богу, спасибо тебе, добрый человек, за то, что построил этот мостик, этот генератор там и так далее. А я, ну, во всей этой теме как будто бы единственный, кто строит дороги. Люди видят цифры, ну, стоимости дороги. Они, видимо, охуевают. И даже не пытаются строить. А я-то понимаю, что, как бы, ну... вполне себе реально и нормально, типа. И занимаюсь этим говном. Вижу, что сколько там, типа, этих ресурсов на базах и так далее. Ну, помимо меня еще есть там 1, 2, 3 человека, видимо, которые что-то делают. Я практически в соло все дороги построил.
изредка люди ставили ресурсы в дорогу, но не более того. Но у меня закраивается такое подозрение, что, скорее всего, это иллюзия на самом деле. Мне кажется, на самом деле все игроки строят дороги, как я. И просто игра допускает какое-то количество засунутого материала из сети, но никогда не ставят ее достроенной до конца. Может быть. Не, они-то с дорогами как раз. Ну, короче, прикол. У меня дохуя лайков залетает от того, что пользуются моими дорогами. Вот чтоб ты понимал, у меня дохуя лайков теперь. У меня 100. Я пиздец какой залайканный. Типа, когда на следующий день захожу, я такой вижу. Ну, вот почему я говорю о том, что никто не строит дороги. Вот как раз таки благодаря вот этим вот лайкам, я так и думаю. Типа... Прикол в чем? Когда кто-то пользуется дорогой, тебе, по-моему, за одно лишь пользование дают 1 лайк или типа того. А если человек там хочет сам лайкнуть, там типа, то от силы, ну там 100 можно кинуть. Или там 50. Мне никогда 1000 не закидывали лайков за раз. Там, ну, от одного человека. То есть, тут смотри, типа... лайки от игрока. Ну вот, например, лайки от этого игрока 171. Вот 500, 187, 400, 79, 150. О, вот это мой фанат где-то. Ну, нихуя себе. Вот чел из Китая прям меня конкретно зауважал. 2448 дает мне. Ну и видишь, да, вот некоторые там типа по 1, по 3 лайка, по 140, по 1, 2. Ну то есть каждый день или каждую новую сессию ростер игроков, которые играют со мной по сети, в моей сети, или я в какой-то типа в бассейне сети, они разные. Вчера были другие игроки, позавчера были другие. Но суть какая? Я получаю дохуя лайков, когда захожу в игру в новую сессию, типа на следующий день, например. От одного лишь простого пользования. То есть по дороге за ночь там, ну, 10 тысяч раз игроки попользуются моей дорогой. Разные люди совершенно. То есть в сумме где-то вот, ну, 1000 раз точно, типа, кто-то ездит. Разные люди. И понимание этого довольно-таки интересное. Типа, ну, типа, такой, блядь, нихуя себе. Я построил дорогу, которую реально пользуются люди, нахуй. Им это охуеть как нравится. И как бы я вот такой, ну, смотрю на мосты связи. Вот этот хуй 100% построил дорогу. Этот тоже. Вот те, кто имеет 100, наверняка строили дороги. Причем очень жестко. И скорее всего они также и мосты строят. Ну, те самые мосты, которые вот там типа в труднопроходимых местах. Кстати, это самая такая, типа, ходовая вещь, по-моему. Строительство подобных мостов. Такой народ прям очень любит. Объединяешь людей в игре и в реале. Ну, как бы. Типа, люди... Просто, ну, у них реально жизнь облегчается, видимо, от того, что я дорогу строю.
То есть какое-то количество игроков, возможно, лишь частично притронулось к этой дороге. И просто зайдя на эту территорию, в эту игру, они такие раз и получили готовенькую на дорожку в какой-то момент. И просто реально охуели. Такие, ебать. Кто этот герой, нахуй, что построил мне дорогу? Смотрят они такие. Кайф. И все. А возможно, даже имени моего не видят. Ну, кто его знает. Надо вот такие дороги строить. Вот такие дороги прям, ну... Точнее, мосты. Еще больше лайков приносит, по-моему. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Все чисто. Добро. Херальная. Блин. Да как до сих пор... Ну, класс. Нужно ехать. Дай-ка попробую эту бесполезную хуйню построить. Ну, в этом месте бесполезный, возможно. Но я что-то думаю, что, скорее всего, кто-то им да воспользуется. Так, ну-ка. Ладно. Ну я 100% сейчас построю его, по-моему. Не готово. $800 металла. Ну, херня. 800 металла. Вот эти два беру. И пошел. Не входите в намеченную для строительства зону.
Строительство завершено. Ну вот и все. Ну, в принципе, удобно. Ой-ой-ой. Вот этим вот генератором 23 раза пользовались, мимо проезжая, видимо. Вот этим вот ни разу, что удивительно. Сканирую удостоверение, Дрифтес. Провожу идентификацию. Хотя, может, не в пользовании дело, а вот в реальных лайках. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер Бридгес. О, горный узел. Заказ назначен.
Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Это тебе. Спасибо за помощь. О, это тебе. Груз дашь? Стоим, смотрим друг на друга. Да, груз не даст. Ну, блин, отойди, а. Рад, что зашел, Сэм. Сколько тут всего? Ты наш спаситель. Эй, Сэм, будь осторожен, ладно? Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, А, нихуя у него много металлов. Ну, естественно. впредь так держать. Оружие разрешено. Сэм, мы Ха. Фига себе комнатка, блин. Ну, не говори. Какая-то чрезмерно гламурная. Вот придурок.
Это я виноват. Sorry, it's my fault. Остались только мы с тобой, Бебе. Ты и я. Я сберегу тебя. Иногда воспоминания эти повторяются. Это уже было, если что. Видимо, последнее воспоминание как раз таки, где Мадс Миккельсен идет к пистолетом, обнявшись, ну, обняв этого Биби, выходит из комплекса. Уже 2 лайка. На паузу надо. Помню. Золотой. Постройка улучшена. Гусь. Это будет гусь. Не сдавайтесь. А где гусь? А, выбрать не нажал. Ну, гусь. Да, фраджайл поставим, что. Прощание.
Да ебучий ты. Он опять типа не выбран, что ли? Хотите сказать? А нет, выбран. Ну что, пора. А музыка... А, все надо вместе выбирать. А, только одно. Ладно, лучше уж музыку тогда выберем. Это голограмма. Ты выбираешь, ну, ты можешь улучшать постройки и также их модифицировать. Модификация — это вставлять рядом, или точнее, вставлять в здание музыку или вставлять рядом с зданием голограмму. Я мог поставить рядом со зданием гуся. Тупо гусь. Да, голограмма. Нормально. Ох, сейчас дорог построим. No. Охуенно дорога кончается.
Бля, какой же ты ебанат. Как ты упал, я просто понять не могу. Сейчас успокоится. Быстрая езда, и ребенок будет в порядке. Или нет. Ну все. Жесть, он балдеет. Так. Будет стресс расти. Приедет инспектор ПДН и устроит тебя пиздец. Прикинь, так было бы. Приходит такой инспектор ПДН от Бриджес и начинает тебя жестко ругать. Ты чё, сука? Ребенка не успокоим. Бегаешь как мудак и падаешь. Нет, что покачать ребенка. Условия твоей доставки отвечают безопасности для ББ. Машина хорошая. Хуйня, понятно. Ну все, ты на карандаше. Дизлайки тебе обеспечены. И все. Пиздец. Дорогих, по какому ГОСТу построил? По Call of Duty ГОСТу. Там есть такой персонаж ГОСТ. Он хороший. Вот и ты. Все нормально? Мы очень благодарны тебе за помощь. Спасибо. Надеюсь, ты это будет. Вам спасибо и мне спасибо. Все друг другу благодарны. Теперь с его помощью ДЖ улучшил компас. Закрачиваю вражеские. Ну это штраф, гражданин. И когда будет время, забери эту штуку, что я для тебя приготовил, в знак нашей благодарности. О, очки Киану Ривза из Киберпанка. Джонни Сильверхенда. Береги себя сам, больше некому. Отлично. Доступен новый. Кал был вдутый.
Так. Ну, это я беру. Яйба Кусанаги. Заказ назначен. Бля, я реально как дальнобойщик теперь. С этими очками. Состояние обуви неудовлетворительно. Рекомендую. Стильные очки, пиздец. Блин, вот это вот машина, конечно. Строительные, видать, с кранами. Так, 600 металла. Угу. Строится дорога. Прикольный смайлик с котом этим. Надо бы еще смайлики всякие поделать. Давайте идеи мне, какие смайлики еще поделать. Постараюсь сделать в лучшем виде. Ебать. Я, интересно, это потяну вообще? Ну, в плане металла-то, конечно, потяну. Даже перетяну. А в плане керамики... О, потяну. О, потянул. Хорошо потянул. И, кажется, мы следующий мост не построим. А знаете что, я тут просто возьму, построю эту хуйню. Маленький мостик построю лучше. Бля, только не говори мне, что у меня нет ПХК. Сука.
Тяжело. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего. Обеззараживание костюма. Состояние обуви неудовлетворительно. Рекомендована замена. Да блин. Слишком близко подъехал. Керамики нет. Так, изготовить ПХК. Только одно смогу построить. Все из-за того, что нет металлов. Что поделать? Состояние обуви неудовлетворительно. Рекомендована замена. Оружие разрешено. Там далеко-далеко есть земля. Бля. Тебе все спасибо. Тут нет электросети. Я совсем забыл об этом. А воду-то пересечь мы можем? Ну, можем, кстати. Но это стоит нам дохуя электросети. Точнее, дохуя электричества. Да. Получается, что так. А. Блин, тут что-то прям много керамики требует. Пока херальный кристалл оставлять не буду. Так, вот здесь, пожалуй, я строю генератор. Ну, в принципе, не зря взял с собой ПХК.
И сразу улучшу его. А быстрее может. Строительство завершено. Игра сама себя же и кибербулит. Постройка улучшена. Похуй. Постройка улучшена. Осторожно. Опасность. Опасность. Не сдавайтесь. А похуй, гуся поставил. А. Сын писателя было тут. Справа. Блин, ё-моё. Сейчас
Вот ты посмотри. Что еще будет? А, вон он бежит. Стреляет, прикинь. Точные снайперские выстрелы. Сделали свое дело. Так. Металлы. Керамика. Спецсплавы. Блин, у меня такое ощущение, что спецсплавы мне понадобится, чтобы построить базу. Да, мне прям такое чувство, что придется строить базу. Не отвертеться от этого. Так, ПКК понадобится. Ну беда. Кстати, я не смогу построить базу. Просто по такой причине, что у меня ПК второго уровня нету. Бля. Ну ладно. Не критично, но печально. Ни хрена себе, кому какие подарки с конфетами дали. На работе жены прям офигенные подарки дали для детей. Супер крутые. Учуял запах ликера. Лол. Это пранк. Это пранк. Кто собирал подарки для детей? Какой долбоёбин это сделал? В группе родителей. Это был Федор Николаевич. А Федор Николаевич такой. Классные конфеты.
6750 только с конфетами. Спасибо. Жестко. Ну надо же, ты добрался. Отлично. Доступен. Новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Оружие разрешено. Так, давай-ка... Фига себе, тут глубоко. Что-то мне стрёмно за бомбу. Лучше на спине его потащу. Так, она как будто бы не должна получать вибрации. Хотя один хер, конечно. Он, по сути, у меня сейчас рядом на сиденье лежит. Вот тут. А вдруг как-то зароляет. Так, короче, поехали на базу. Это уродов. А, там тоже у них лагерь. Ну, это просто великолепно. Ладно. Разомнёкаю ноги.
Так. Чуть было не произошел атомный взрывыч. Блин, эта штука выглядит как туалет, кстати. Что-то я вдруг так понял. И все. Больше нету ни хрена. А, флешка. Флешка. Да блин. Строительство завершено. Уже почти. Металла не хватит, да?
Ёб твою мать. Снежок. С бляха-муха. Я уже думал, бомба взорвется. Груз доставлен. Показываю оценку работы. Вы что такое творите, Бриджес? В сети, которую вы создаете, полно всякой дряни. Мерзости, от которых хочется держаться подальше. Тебя там даже нету, блядь. Нам не нужна ни ваша хиральная сеть, ни UCA. Этот голос. Мама, это ты? Мама, ты головой ударилась? Я не ваша мать, а ваша вообще не мать. Ладно, мама, перестань. Кажется, вы не слышали меня, мистер. Горный узел говорит, чтобы вы проваливали к черту вместе с UCA. Если вы не прекратите это, то просто устроите нам новый выход смерти. Мы вас не приглашали, и ваши советы нам не нужны. Мы сами все решим. Спасибо большое. От вас нам нужна только доставка грузов иногда. Ничего больше. Ты говоришь от лица города? Да. Я тут главная. Меня зовут Локни. Локни? Подожди, я хочу поговорить. Ты же техник, так?
Слушайте, валите и не возвращайтесь. Да послушай ты, мне нужна помощь. Бриджес, вы нам не нужны. Вы только все портите. Пизда. Извини, что все так вышло. Там она босс и не боится устанавливать свои правила. Она нужна нам, и ее люди тоже. Мы и так потеряли слишком многих. Без горного узла мы не сможем завершить строительство хиральной сети. И что теперь? Дело вот в чем. Сэм, Локни — сестра-близнец мамы. Она из Бриджес-1 ушла потом на запад. Вторая группа совсем как мама. Мама, конечно, не настоящее имя. Ее зовут Малинген. У обеих дум-способностей и обе Малинген. гениальны. Главная специализация мамы — прикладная физика, у Локни — теоретическая. Мама создала железо Кьюпида, Локни — программы. Они говорили, что могут общаться на расстоянии, что между ними особая связь. Не знаю, как это возможно, но скажу тебе так. Без них не было бы никакой сети. Они были так близки, что говорили, будто это один человек в двух телах. Может, именно поэтому они сумели создать Кьюпид. Но после инцидента с Малинген они поссорились. Локни ушла из Бриджеса и порвала с нами. Подробностей не знаю. Но если мы не вернем Локни, наши планы по объединению Америки рухнут. Привет, Василий, здорово. Нет, я не прошу тебя совать нос в их личные дела. Но если это сделать, это помогло бы нам привлечь Локни. Ведь если мы не вернем Локни, все наши планы по объединению Америки рухнут. А пока что, если у тебя есть интересные идеи, Welcome. можешь попробовать. О, спасибо за фоллоу. Большое спасибо. Отлично. Еще одна мольба о пицце, да? Так. Попробуем. Окей, поехали. В принципе, сейчас бомбы нету, можно спокойно на скорости выехать отсюда. Состояние обуви неудовлетворительно. Рекомендована замена. Тут прям дома. Чарльз Хан. Бриджес называют террористами. Блин, что за фигня? Понятно. Так, короче, я по сюда не еду. Я эту реку явно не переплыву. Это супер херово кончится. Так, аккуратненько едем. Вот. Все, мы в безопасности.
Так, тогда, короче, поехали сейчас через горный узел. Доставим кое-что. По пути еще заедем туда вот. Ну, в общем, есть куда ехать. Нормально, нормально. А, это курьеры. Блин, я подумал, они валяются просто, эти грузы. Я уж хотел было их подобрать. Иногда чуть-чуть вот хочется переехать с курьеров, чтобы забрать их груз. Но они же не умрут от этого, они просто оглушатся, как бы, ну. Да. Так. О, смотрите. Дороги построил. О. Да. Надо бы депутатам и всяким разным людям, которые могут быть избраны народом, брать эту игру в пример и в своей предвыборной кампании показывать геймплей этой игры. Вот, мол, глядите, я дороги построил. Да, в Stranding. Смотрите, сколько у меня лайков от построенных дорог. Охереть, да? Жесть. Людям помогаю, свои обещания предвыборные выполняю. Вот так, вот так. Да. Я даже думаю о том, что такое вполне себе реально возможно в какой-нибудь Японии. Это вроде было нужно маме. Похоже, что в данных обстоятельствах мне нужно это оставить у себя. Ну, конечно, если ты не против. Я... Сэм, уверен, она бы оценила этот жест. А чё с ней не так? Кавасаки Суперфон. Спортивное питание. О, сыну писателя. Так. Это даже можно прямо сейчас сделать. Да, отправляемся. Заказ назначен. Ну чё? Как вечер у вас проходит, ребята? Я тут, видишь ли, Америку объединяю потихонечку. Кстати, по-моему, подобная русская игра должна была выйти. Там ты играешь за какого-то мужика, который ездит на УАЗ-буханке и доставляет всякие разные типа вещи жителям разных деревень. Что-то такое. Ну, конечно, не буквально как вот эта вот игра, но похоже. Там тоже доставщик.
своего рода. Главный герой. Как она так называлась, интересно? Мечта, что ли? Что-то так называлось. Я уж не помню. Сканирую удостоверение Бриджес. Удостоверение Fragile Express проверено. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз. Хорошо выглядишь. Свеж и бодр духом. Земляку груз доставил. Блин, как же там не хватает прям до звезды. Береги себя, Сэм. И еще свяжусь с тобой. До скорого. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Блин, вот эти вот два узла, по-моему, будут самыми душными вообще в этом регионе. Или вообще в целом в игре, возможно. Особенно вон та вот. Потому что до нее надо еще дорогу проложить, насколько я понимаю. Ну, выглядит все так. Дорогу надо проложить. Какие-то смайлики не прогрузились. Люрк, люрк. Люрк. Люркуем. Сканирую удостоверение. Провожу идентификацию. Готово. Так. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Оружие. Короче, дорога везде вообще построена, кроме вот этой вот стороны, и все. То есть вот везде и всюду есть дорога. Вот буквально везде. Вот это вот золотой, это дорога. А в других местах его нет, к сожалению. Вот тут еще дороги как будто бы не хватает. Вот так вот, чтоб она шла. Но с другой стороны, хорошо, что не надо его строить, потому что... Ну куда еще-то? Лишнее как будто бы. Апокалипсис произошел в игре. По лору вообще интересная штука произошла. Ну, катастрофа данная в этой в этом мире называется выход смерти. Как описать данную катастрофу? Это катастрофа, которая... Ну, не знаю, что это за событие. Там надо его читать, насколько я понимаю. Но из того, что я понял и знаю, в общем, одно событие изменило вообще правила бытия мира, в принципе. То есть резко вдруг смерть человека стала
вызывать огромные разрушения. То есть теперь, когда человек умирает, спустя 48 часов, то есть до какого-то этапа гниения трупа, нужно труп срочно сжигать вот в подобном крематории. Если не делать подобного действия, вот именно сжигания в крематории, тогда происходит сильнейший взрыв. Мощнейший, сильнейший взрыв, который выставляет огромные кратеры по типу вот такой хуйни. Или вот такой. Вот, кстати, меня вот тут один раз убивали, вот такой вот кратер остался после взрыва. И после такого прикола человечество начало потихоньку приходить к вымиранию. И те, кто остались, они начали как бы это изучать вообще, что за дерьмо и так далее. Оказалось, что вообще теперь, ну, из-за этого вот события выхода смерти, мир живых и мир мертвых, точнее даже не просто потусторонний мир, он стал, ну, граница стала вообще максимально размыта. Его как будто бы не стало. Мертвые теперь разгуливают по земле, то есть их призраки как фантомы. И они охотятся на живых. Хватают их и поглощают их. И тем самым убивая, оставляя такие же взрывы вокруг себя. Также появились какие-то темпоральные дожди. То есть с виду дождь как дождь, но он, сука, старит живые и неодушевленные предметы. То есть вот сейчас идет дождь, да? Если постоять какое-то время, то моя машина начнет ломаться от того, что она, как бы это сказать, от того, что материал стареет, так сказать. Она начнет покрываться ржавчиной. Когда подобный дождь попадает на кожу человека, его кожа начинает быстро, стремительно стареть. И помимо всего этого, как бы, пиздеца, есть еще... Блин, я заговорился и пропустил адресата. Помимо всего прочего, еще тут есть сепаратисты, террористы, которые устраивают теракты с помощью маленьких термоядерных бомб. Вон он. Сейчас приедем. Убивают людей специально и так далее. У них какая-то своя ебанутая философия, и они стараются что-то там сделать. Но они как бы, ну, делая все это, как будто бы усиливают свою связь с потусторонним миром. Там у них есть какой-то главный по имени Хикс, и он буквально может управлять темпоральным дождем, вызывать этих странных чудовищ и всякое такое. Таких вот людей называют особенными какими-то чуваками, у которых есть какая-то связь с Doom. Тут, по идее, все это очень жестко, хорошо расписано в данных, вот, в интервью. Вот, с мулой, с синдромом Дрома. Вот тут вот про этих вот самых террористов, их мулами называют. Короче, мулы, это вот террористы, это, короче, как бы это сказать. Короче, ранее, как бы, ну, как сейчас, да, к примеру,
Люди сильно полагаются на технику, на дронов и там прочее. Но как вот мир изменился, благодаря этим самым темпоральным дождям, там прочее, дроны, они как бы стали неэффективными, потому что они просто, попадая под дождь, быстро ломались, все вот как бы это... всякая любая техника, даже эти самые железнодорожные дороги и там прочее, все стало как бы пришло в негодность, стало малоэффективным, поэтому стали востребованы курьеры, живые люди, которые могут как бы пешочком дойти от точки А до точки Б, при этом имея всякую разную такую технику, которая помогает ему избегать, например, столкновения с монстрами. Но об этом чуть позже. Но суть в том, что люди поняли, что теперь только вот им приходится полагаться на самих себя и отправлять людей в качестве, ну, курьеров. И большая часть таких вот курьеров пропала без вести или еще что с ними случилось. И они, ну, молясь, немного ёбнулись. То есть там какое-то поколение уже этих самых потерянных курьеров существует. И их дети, вот этих вот давно потерявшихся курьеров, исказили какое-то свое... Ну, исказили, собственно, вообще цели Бриджеса. Вот это вот всей движухи курьерской. И начали делать что-то свое. Они начали грабить, так сказать, караваны, других курьеров. И все вот эти вот, как его, грузы начали хранить у себя. Это все прям читать надо, вот эту всю тему. В общем, как-то так. О, все, отлично. 4-й уровень бронепластина. Угу. Фанат доставки. Я приготовил для тебя подарок. Забирай. То есть, если... А ты можешь стать магом, тоже управлять природой? Нет. По-моему, нет. Я не знаю. Ну, еще же 2-я часть выйдет. О, смотрите. Дохуя звезд уже. Эй, Сэм, будь осторожен. Ладно? Ну, вся фишка и соль игры в том, что мы помогаем другим людям и даже другим игрокам тем, что капец вы бесстрашные уроды. Тем, что строим всякие разные объекты, дороги и там прочее. О, смотри, уже ржавчина покрылась. То есть, я как бы играю по сети. Других курьеров как бы игроков не видно, но ихние постройки и там прочее, вот это все появляется. И также и мои постройки. Вот, например, генератор онлайн какой-то там прочее и так далее. Можно делиться лайками. Мол, типа, эй, братан, отлично, ты построил вот этот вот охуенный мост. Типа, на, держи лайкосики. На, кушай лайки, тварь. Все. Нифига, у него 1 000 000 лайков уже. Вот это вот мой генератор. 2 лайка получен. Суки. Как же им жалко лайки давать-то. Но я больше всего лайков получаю за вот эти вот дороги, что я построил. Видимо, мало кто занимается этими дорогами вообще, в принципе. И поэтому, как бы, больше всего, да, залетает мне только за счет этих дорог. То есть игроки помогают друг другу вот с такими мостами, вот такими дорогами.
по началу игры и в труднодоступных местах очень сильно помогают лесенки, канатные веревки, всякое такое. Много всяких приколов. Вот такие вот генераторы строят, чтобы заряжать вот подобную технику на на электрических батареях. Ну такая, да, довольно-таки интересная игра. Во! Смотри, Годзо. Вот видишь, вот дождь идет темпоральный. Вот там вот мрази ходят, монстры. Ща, погоди-ка. Я, в принципе, могу пофайтиться. Ну, как будто бы могу пофайтиться. Не, в Horizon не играл. А так он у меня на PlayStation есть. Дети иногда его играют. Вот. Все, моя херня обнаружила монстров, и она начинает типа этого искать их. Вот тут, короче, вот эта вот тема, именно техника, о которой я тебе говорил, которая вот помогает замечать монстров. Это отдельная такая прям штука. Любопытная. Отчасти стрёмная и грустная, короче, штука. Сейчас поясню, в чем соль. Вот надо вот такими зонтами ставить машины, иначе машина нахуй развалится вообще. Блин, я не смогу, да, улучшить этот зонт говна. Он слишком никчемный, этот зонт. Ладно, потопали. Хотя даже поехали, наверное. Эту машину не жалко. Вот у меня контейнеры и груз начинают портиться под темпоральным дождем. В общем, есть такие ребята под названием Bridge Baby. Это маленькие, неродившиеся дети до грудничкового возраста, которых вырвали из утробы матери. Они вот как раз таки помогают находить вот таких вот монстров. Вот, блять, все у меня. Сейчас начну дудосить. Вот у меня вот малыш есть. Блять. Сука. Съебали нахуй. Все. Так, где-то тут этот монстр должен быть. Бутаранс, да. Да или, наверное, вот никнейм игрока. Какой-то чел из Китая. То есть это даже не японские иероглифы, китайские. Ладно, давай, короче, попадемся, чтобы они меня отнесли к монстру. О, таскивать меня, таскивать. Несите меня к главному. Бля, ну понеслась. Сука, беги, блядь, беги, нахуй.
Главный герой у нас, Сэм Бриджес, он особенный. В том плане, что он умирал и вернулся с того света. Таких называют возвращенцами. Тут, в принципе, вообще понятие смерти, оно искаженное, непонятное. Поэтому, если мы подыхаем, нас вернет наш Бридж Бэйби с того света. Но при этом могут быть сильные такие последствия в виде огромного взрыва. И, кстати, гранаты, они наполнены кровью главного героя. Потому что кровь вот влияет на этих монстров негативно. Ну и именно кровь нашего героя. Также на них негативно влияет, если что, чтобы ты понимал, дерьмо, моча и что? Правильно, сперма. Но пока оружия и спермы у меня не было. Патрон, наполненный моей кровью. Да блин, давай. Норман Ридус, не будь уродом. Будь нормальным мужиком. Блядь. Молодец. Пиздец, нахуй. Вот другие игроки мне помогают, типа, кидают мне вещи. Оружие, пакеты с кровью. Понадобится, спасибо. Нахуй. Бля. Травматическая штурмовая винтовка Траура?
Давай, 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 кидай, 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 блядь, сука, давай, давай, говно. Спасибо, спасибо. Блядь, ёбаный. Ебал я в рот. Кто-то счастлив. Че, все заебись у тебя? Ты чего-то? Нормально все? Все, кто-то балдеет, все. Ага, о. Нормально. Все. Приделал танк. Я думал, симулятор курьера. Не только. Тут по большей части жести много всякой разной происходит. Но тут от боевки можно сильно пригореть, в принципе, она немного кривая. И так далее. Но в целом комплексная игра, в принципе, хорошая. Но очень специфичная. Почему я всегда говорю специфично? Потому что она, ну, реально, кому-то может сильно показаться скучной, а кому-то покажется, блять, охуеть какой шедевральной игрой. А мне же она, ну норм, хорошая игра. Есть на что посмотреть. Есть чего прибалдеть. Прям, нормально. Стоит поиграть? Ну, вполне. Попробовать точно стоит. А там уже для себя какие-то выводы сделаешь. Главное, играй в него по сети. Мне эта игра бесплатно досталась в раздаче. Как его? В Epic Games Store. Вот смотри. После темпорального дождя что с машиной происходит? Это еще херня, блин. Некоторые вообще становятся супер ржавыми. Могут даже взорваться. Ну, на такие машины лучше садиться не стоит, конечно. Блин, ну вот моя тоже немного покорежилась. Я одиночный чисто в Steam Deck. Ну, игра много весит. Короче, игра очень хорошо играется по сети. То есть она, по сути, одиночная может играться. То есть, когда ты один на нее играешь. Короче, как Dark Souls, понял? Типа в Dark Souls же ты кайфуешь, когда видишь всякие разные эти сообщения от других игроков, к примеру. Как они сдохли, там ты можешь увидеть. И все такое. Тут примерно та же история, но немного в другом плане. Ты здесь от других игроков видишь, точнее используешь постройки, вещи. Другие игроки, вот, типа их аватары как-то нормально предусмотрено. Возможно, Хидео Кодзима что-нибудь там придумал. Может быть, какие-то условные помощи будут приходить от, так сказать, ботов или что-то в этом роде.
Не знаю даже. Может быть, что-то будет сделано. Сам первый стартовая локация, там было мало построения от других игроков. Были в основном от всяких разных уже вот этих вот всяких разных персонажей. NPC игровых. Ну вот что я имею в виду, когда говорю ботов, а не псевдоигроков. Twitch.net Zone X. Ой. Я сейчас нахожусь, не знаю даже. Игра как будто бы разделена на, как бы это сказать, на 3 части. Игра вообще в целом разделена на 3 части. Первая начальная, это по сути вообще обучающая часть. Она, ну, длится довольно-таки долго. Ну, не знаю, часов 6, а потом ты плывешь на лодке, оказываешься вот в этой огромной локации. Сейчас я на этой локации нахожусь уже... часов 20, может. Хотя мог бы находиться намного меньше времени, скорее всего. Если бы я чисто по сюжетной линии там двигался и так далее. Ну вот видишь, что-то я как-то увлекаюсь в подобных играх и начинаю строить дороги, выполнять сайд-квесты. Ну как сайд-квесты? Тут по сути просто подай, принеси. Но тут это типа, знаешь, типа честный подай, принеси, а не замаскировано под что-то интересное. Ты тут буквально курьер, который занимается этим всем. И как будто бы, ну, как-то это все нормально. Работает вообще в сюжете, в мире игровом и так далее. То есть Кодзима такой, типа, прям лайфхак нашел хороший. Блин, вот не хочется на таких вот прям жестких каких-то жесткие задачи делать, типа дохуя изъебистые. Просто, блин, сделаю игру про курьера, про подай, принеси. Ненормально. Да. Ну, порой бывают всякие разные интересные, типа, грузы. Но редко. Сюжетная тема пошла.
Блин, вот история этой женщины вообще грустная, еще пиздец. Привет. Молодец, что зашел. Вот, посмотри. Это твой новый браслет. Теперь это не просто терминал, но еще и оружие. После прошлого соединения я полностью его переделала. Оружие, говоришь? Ну да. Резаки. Сейчас объясню. Все твари соединены с той стороной через свою пуповину, так? И когда перенесенная по ней материя из нашего мира входит в контакт с их антиматерией, бум! Выплеск. Но, как и предполагал Дедмен, у твоей крови есть особые свойства. Ею можно перерезать пуповину. Вот это я и добавила. Перережешь пуповину, и тварь вернется в свой мир. Нет твари, нет выплеска. Победа. То есть их можно подрезать? Если сумеешь незаметно к ним подобраться, да. Лол, что? Супернаручники и резаки. Да. То есть, реально? Вот эти вот монстры, которые... Давай их опробуем. А, Обрежь нить между нами. бля. Реально. Она это делает, да? Она уснула. Я ее накормила досыта. Давай. Прошу, Сэм. Освободи нас. Она была чужая в этом мире, но все равно я не хотела ее отпускать. Хотя она уже потеряна. Понимаешь, она не совсем моя дочь. А где она? То есть про теракт и так далее ты наврала? Нет, это была правда. Это баг такой, что ли? У меня не возревают. Там силуэт яйцеклетки, ребенка а должен быть. У Локни больная матка. Короче говоря, мы обе не можем иметь детей. И я с этим свыклась, то есть думала, кому нужны эти дети. Чего? Но сестра считала иначе. Она хотела ребенка, передать свои гены. Она влюбилась в сотрудника Бриджеса, но он погиб, несчастный случай. Конечно, она была потрясена. Я тоже. В то время я могла чувствовать ее сильные эмоции, а она мои. Когда я поняла, что жить она больше не хочет, я сказала ей: родим ребенка. Мы оплодотворили яйцеклетку Локни его замороженной спермой, а я ее выносила. Пиздец. Во мне рос здоровый ребенок. А потом случился теракт. И связь оборвалась. Я хотела сказать ей, но со мной была дочь. Я не могла ее просто бросить. Я не права. Нужно ей сказать. Блин, какой хуёвый баг. Иногда надо рвать старые связи. А нет, все нормально, то есть... А, ну да, и мы же Bridge Baby не активировали, чтобы видеть этого существа. Сперва я должна вернуть себе сестру. Ну, бля, ну это грустно нахуй. Прошу. Все. Сэм. Она сейчас оборвет связь с этим ребенком. Короче, что случилось? Режь.
перерезать по... А, я еще и нажать должен. Да, ну, блядь, я хуй знает. Ну, давай, ладно. А кто это схватил? Бля. Короче, она, когда вынашивала ребенка, случился теракт, и она попала под обломки. Она как раз была в больнице. То есть сейчас она находится в руинах больницы, вот тут вот. И она оказалась под обломками, и она родила под обломками. И ребенок, соответственно, умер. И вот. Призрак ребенка с ней до конца, ну, все это время находился. Застегнешь меня. Такие дела. Уже не была снаружи. И это призрачный пуповина, и этот ребенок, короче, с ней уже как, ну, дохуя лет Я думал, у находится. тебя развилась клаустрофобия после того случая. Переживу. Главное, чтобы я могла выглядывать. Не, ребенок нет. Тепло света. Ну, ребенок это касание ребенок. ветра, аромат мира. Наоборот, когда ребенок, Везет тебе. Между вами осталась связь. когда ребенок умер, она, ну, у нее не было силы кричать там прочее. А когда ребенок умер и превратился в фантома, он плакал, этот ребенок. И люди услышали плач ребенка и нашли ее под обломками. Так они ее спасли. И она не могла далеко уходить из этого места, чтобы не потерять связь с этим ребенком. Какая-то такая тема. Так, доставляем человека. Понимаю. Так. Баландук, привет. Я тут приготовил для тебя классный сюрприз. Этот хуесос. А у тебя, как я погляжу, руки заняты. Ну и ладно. Всегда можно чуток изменить правила. Привет, Лунет. Приготовься. Сейчас. А он голоден. От тебя требуется лишь одно — не угодить ему в пасть. Хорошая игра! Еще какая! Беги, Сэм, беги! Да блять, нихуя себе, куда нахуй? Пиздец, пиздец. Давай, 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 давай.
Пики, 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 пики. Есть! До дороги дойти! Главное, до дороги дойти! А, хуйня. Твари ушли. Ха-ха. Да, твари ушли. Так, машина на месте. Хорошо, возвращаемся. Господи. Как я ненавижу этого мудака. Я помню этот момент. Так, у меня рутон-чат не работает. Ща. Так, давайте-ка оденем очки Гордона Фримена. И кепочку. Крематорий? Нет, ты чё, с ума сошел, что ли? Нахуя же крематорий? Она живая, ты чё? Мы сейчас ее понесем к ее... Непон. Не, ну... Стойте, ебать, а хули мне делать с этим всем грузом тогда? Так, мать. Так, мать. Ты, может, посидишь пока? Я тут сейчас займусь грузом. Сиди. Ты ё-моё. Да, не парься, все будет хорошо, еще подойду. 7. Так. Надо в личное хранилище это все. Ну... Блин, я вообще не понимаю, честное слово. Сейчас мне что делать-то придется? Я-то хоть на моцике смогу прокатиться? Да тут-то я, не бойся. Сейчас подойду. Еще и мой грузовик сейчас развалится тут. Под дождем. Грустно это все. А. Так, пистолет против тварей.
Так, дистанционная управляемая граната нужна. Экс-граната, пару штук пускай будут. Вот это пускай пойдет туда. Тоже туда. Ох, что-то у меня такое ощущение, что нам придется это пешком проделывать. То есть я на модсах не смогу сесть. Блин, почему у меня такое ощущение, что это пешком придется делать? Вот прям пешком. И никак иначе. Вот какое-то, блин, вот такое вот прям нехорошее чувство, что пешком. На всякий случай скоростной контур возьму. Одну травматическую винтовку. А лучше 2. Так, геометрические гранаты нужно по болям. Ну сколько вместится, я не знаю даже. И все. Так, что у меня на спине по итогу оказалось? Так, одна штурмовая винтовка. Так. Геометрическая граната. И вот это вот все получается. У меня только одна штурмовая винтовка вместилась. А все остальное в личное хранилище. Ну хули придется, так? Ну все, мать, пошли. Пора. Блин, офигенно. У меня обувь разъебана. Поэтому я медленно бегаю. И также из-за того, что у меня обувь разъебана, я могу ноги в кровь износить, так сказать. Буду терять кровь, а мне это не надо. Так, все. Погоди, а пакеты с кровью есть вообще? Блин, да? Серьезно, нету? Олимпийский чемпион, олимпийский чемпион. Малыш радуется жестко. Постой. Реально, куда-то я бегу.
Я же могу здесь построить мотоцикл. А, тут ни хера нет, блин. Материалов нету. Погодите, а что у меня вообще... Перевеса нет. Все нормально. Ну, блин, то, что груз такой особенный. Человека несу, ёпта. Ни хера не просто. Балансировать, аккуратно, не упади. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Добро пожаловать в Южный Узел. Идите в распределительный центр. Не, вообще должен, типа, он сесть на моцик 100%. А чё нет-то? Должен по-любому. Обеззараживание костюма. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер Бриджес. Так, самый быстрый байк возьму. Подтвердить. Да, кайф, ебать. Ну все, едем. Байк из Киберпанка, между прочим. Ебать. Слышишь? Что такое? Больницу, в которой я была, разрушил мост. У меня до сих пор кошмары. Угу. Я все еще слышу треск и потом, как все рушится. С тех пор я до смерти боюсь мостов. А. И да, я знаю, как это звучит в связи с нашим работодателем. Бриджес, да. Темноты я тоже боюсь. Больше не сплю. Не могу.
Забавно. Так, не, ну вообще, учитывая обстоятельства, мне, по-моему, нужен такой байк. Дальнобойный байк. С двумя аккумуляторами по бокам. Тот красный байк мой, который вот, который только что изготовил, он, по-моему, имеет улучшение только лишь по части прыжков. Я вот что вспомнил. Он, то есть, выше всех прыгает и все. А это мне нахер не надо, на самом деле. Мне вот главное объем батареек. Просто совсем об этом забыл. Ну, как-то тупо, что ей нельзя машину положить. А прикиньте, индрайвер бы так работал. Ебало человека представили, как когда ты заказываешь индрайвер, типа, ну, такси, как курьера, и, короче, выдаешь ему груз в виде человека, на. Он такой, типа, что это такое? Это ваш груз. Да. И этот груз едет к своей маме, типа. Или еще что-нибудь такое. А там связанная женщина в мешке, типа. И только лицо видно. Злое такое лицо, типа. С кляпом во рту. Этот груз едет в деревню. Да. Анимация, да. Ох уж эти анимации.
Почти приехали. Сейчас ты будешь своей сестры. Мать. Или как там назвали? Малиниган. О, блядь. Не долетел. Лежат, молодцы. Да блин. Какая же уродская физика. Иногда в транспорте вообще. Эй, Сэм, ты помнишь, как родился? Лично я помню, как была в утробе. Да как такое можно помнить? Я была не одна. Я слышала... Давай. О, господи. Сэм, я слышала, как бьется сердце матери. И лопнет тоже. Мы были сиамскими близнецами. Сиамскими? Единым целым, еще до рождения. Нихуя себе. А как такое возможно? Но потом нас попытались разделить. Операция прошла успешно. Но мы остались едины. Сэм, Чё? что-то я устала. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Родригес. Обеззараживание костюма. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Родригес. То есть в какой момент сиамские близнецы в утробе матери успешно разделенные могут быть потом, ну, нормально развиты? Такое реальное есть? Или это, ну, бред? Может, разве что только на ранних, ну, сроках. Хз.
Малинген, нет. Прости. Прости меня. Я так тебя люблю. Я так тебя люблю. Как я рада снова тебя услышать. Надо было сразу тебе рассказать. Я пыталась ее спасти, но не можешь ничего не говорить. Локни, почини его, Кьюпид. Я не смогла спасти нашу дочь, но ты сможешь спасти наш мир. Только ты. Я люблю тебя. Слышишь? Ну, И буду любить. в очках прикольно. Но у этой цвет глаз классный. А теперь сделай мир одним целым, Да ладно, она умирает. как мы с тобой. В смысле она умерла? Да нет. В смысле? Чего нахуй? Из-за того, что она оборвала связь с ребенком? Она из-за этого отъехала? Или она просто уснула, я не понял. Да не. Кто, сука, так драматично засыпает нахуй? Мы снова вместе. Мужчина. Великий курьер. Теперь вам остается только вписать свое имя в историю, став доставщиком. Теперь вам проще удерживать равновесие. Она через такое прошла. Я не представляла. Я думала, она нарочно порвала связь между нами. Забрала нашу дочь и сбежала. Я починила Кьюпид, как она просила. Теперь лимитер должен работать как положено. Но есть один момент. Прежде чем приступить, я пристально изучила программный код. Его явно кто-то подправил. Либо меня уже память начала подводить. Кто-то переписал твой код? Но не целиком переписал. Скажем так, это была не моя последняя версия. Но ведь из-за этого мы с Малинген наконец снова встретились. Может, виновных далеко искать не надо? Она умерла под завалом, неся в себе наше дитя. Ее Ка перешла на ту сторону, но Ха осталась, привязанная к нашей дочери. Она, конечно, все это знала. Вот и не застегнула один браслет, чтобы мы не видели ее показатели. Жаль, что она не могла применить любимое изобретение. Она пошла на это, чтобы защитить меня и Она нашу все-таки дочь. умерла.
Короче, сейчас ее запакуют. Видимо, мне ее в крематорий надо будет везти. Бля, она реально умерла. Стабилизатор. Сестра, я тебя слышу. Мы снова вместе. Едины. Как до этого в утробе. Помнишь? Логни. Ебать, это странно. В ней теперь Локни и Малинги. Благодаря тебе у нас появился контакт с крайним узлом. А ты, Локни, благодаря твоей работе хиральная сеть никогда не отключится. Так мне сжигать не надо, насколько я понимаю. Так, Сэм, хочу тебе еще кое-что сообщить. То есть она как некромать теперь. За тот период, когда ты встретил тех солдат. У нас был звук, который сам по себе не дает полной картины, но языки, названия и термины, которые мы сумели понять, боеприпасы, которые мы опознали, все указывает на то, что ты был на поле боя, который шел более 100 лет назад. Пиздец. Во время Первой мировой. Ну да. Это был не сон и не галлюцинация. Возможно, тебя унесло в другое измерение или еще куда. Несостыковки времени. Возможно, ты попал на берег. Точно сказать невозможно. Правда, я никогда не слышал, чтобы берег превращался в поле боя. Но берегам задают форму воли людей, которые их населяют. Возможно, у Хартмана есть лучшее объяснение. Берега его конек. К сожалению, он все еще за пределами хиральной сети. В общем, отдыхай. Что толку думать над вопросами, на которые пока нет ответов? Сэм, мы высоко. Все. Доброе утро, Сэм. Сбор крови завершен. Спасибо за щедрость. Не налюбуешься, да? Почти всю Америку покрыли, да, сети? Да, есть такое. Экс-граната номер 2. Я после кофе утром делаю экс-гранату номер 2 в ебейшем объеме.
О, ебать, а где он? В смысле? Лу? 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 Не это ищешь. Ты его назвал Лу? Фреджайл меня перенесла. Наконец-то я увидел берег. Ну, ее берег. А, Не это бойся, она. Я сюда пришел не просто поглазеть. У твоего ББ серьезная проблема. Сука. Ты помнишь, я говорил тебе, что этот инкубатор соединяет ББ по хиральной сети с некроматерью в штаб-квартире? Каждый такой ребенок — настоящий мост между нашим миром и той стороной. Их место не здесь и не там, с тварями. Они существуют ровно посередине, никак не тяготея ни к тому миру, ни к другому. Но ББ-28 почему-то все больше и больше склоняется к миру живых. Типа из-за нас? Ну да. Нам вместе лучше. Вместе? Сэм, ББ прибор, а не человек. Да, блин. Мост, да, дитя, нет. Так в чем проблема-то? Этот прибор, орудие, превращается в живое существо. Оно растет, мозговая активность повышается, накапливаются воспоминания. ББ-28 обретает самосознание, как настоящий ребенок. Ну, это охуенно. Не вижу в этом ничего плохого. Да. Это оборудование, Сэм, со своим назначением. И оно не работает вне капсулы. Вероятность полного отказа, даже просто при извлечении, 70%. Хотя уже не важно, через пару дней оно перестанет функционировать. Перестанет? Именно. Даже капсула не спасет. Вырубится. Что же делать? Перезагрузку. Его придется оставить у меня. Я перережу нить между вами и проведу операцию его воссоединения с той стороной. Я как бы подтолкну его к нужному месту, которое оно должно занимать посередине между миром живых и мертвых. Но это значит, ты на время останешься без ББ. Это точно поможет? Конечно. Но есть тонкость. Операция может стереть память. Стереть? Лу меня забудет? Ничего. ББ будет работать как положено. Просто доверься мне. Давай. Говорю тебе, все очень просто. Жмешь сброс и... Да не-не-не-не-не, ну блин. Ну как-то это мерзко. На, басы его! Во-во-во-во-во, нормально. Почему я эти штуки... Все. Сэм. А Бостон за грубость, за гнилой базар. Вернулся с берега весь грязный. А тут еще и от ББ получил такой подарочек. Так. Что он делает? Че, он душ? Да ладно, ты душ принять собрался? И че, он разденется? Ты реально там сидишь? Не с тобой? Мы к нему? Так, ладно, давайте-ка... ББ. Ну, блин. Ты спишь? Че он там? Стоит. Ладно, сейчас зайду к нему в душ, только пиво бахну перед этим. А то как-то на трезвую голову как-то неприкольно с толстым голым мужиком в душе. Ща, погодите, погодите.
Да-да-да, залпом. Надо залпом. Чтоб сразу в голову ударил, и ты все забыл. Вот сейчас спермы наберем. Да. Экс-граната номер 3 готова. Сэм, я не знаю как, но мы как бы сделали новое оружие. Твоя связь с Дедманом дала свои плоды. Прямо в лицо. Блять, сейчас тебе этот Гильермо Дель Торо в лицо таким же образом сделает. Все, набухался. Все, пиздец, пошли. Мы готовы. Все, мужайся. Пора, родной, пора. После нас? Нас никто не подслушает. Мы наедине. Тут нет ни микрофонов, ни камер, чтобы читать по губам. Поближе. Гардман не должен об этом узнать. Ты понял? Я раскопал кое-что о первых экспериментах с ББ. Официально их приостановили власти после выплеска пустоты, когда погиб тогдашний президент. Так. Документы уничтожили, технологию запретили, да? Но, как ты видишь, работа в тайне продолжалась. По прямому указанию президента Стрэнд. Он так зашел. Такой прижался. ББ посчитали ключом к разгадке тайны выхода смерти. У нее были большие планы. Их создавали не просто как детекторы тварей. Она хотела встроить их в хиральную сеть, чтобы открыть проход на берег. Но ни один из этих планов не осуществился. А теперь технология у террористов в руках. А как в этом замешан Дайхан? А почему спиной стоим? Я боюсь выяснять. Я не знаю, как давно он работает на Стрэнд. Не знаю даже, какое у него имя и лицо. Я думал, ты знаешь. Вы с ним дольше знакомы? Когда мы познакомились, он уже носил маску. Что-то там из-за ожога лица. Ну да, извини. Все данные за тот период засекречены по высшему уровню. Я так полагаю, доступ к ним имеет... Но хиральная сеть открывает другую возможность. Скомпилировав фрагменты доступных данных, разбросанных по всей стране, я, возможно, смогу составить более полную картину событий. Мне интересно, как это снимали вообще? Ну, типа, на motion capture, как это происходило? Ну, Сэм, ты парень что надо, спору нет. Но зато не нужно тратить время на стирку. Ты ББ почини, ладно? О нет, чинить придется тебе. Как это? Без твоей помощи не обойтись. Сходи наверх, загляни в терминал доставки, когда будешь готов. Ладно.
Да. Стабилизатор. Помогают не упасть. Они восстанавливают потерянное равновесие, используя собственные системы контроля положения. Если же ты все равно упадешь, они снизят силу удара для тебя и для груза. Как будто бы... Не, ну прикольно, типа, но... Просто не будем падать, и все. Так, большой подсумок. Так, большой подсумок для гранат, между прочим. Угу. Так, и получается я могу еще... Вот так вот, да, отлично. Так, что там в терминале? В кратере что-то светится. На месте среднего узла. Мелкое и среднее. Интересно. Почта и жизнь. Дорогой Сэм, ты еще не встречался с Амелией? Надеюсь, когда это все-таки случится, она кажется именно такой, какой ты ее запомнил. Мне в этом плане повезло гораздо меньше. Извини, но я больше не могу с ним жить. Я вернулась к маме. Идти в одиночку было ужасно, я следила за прогнозами погоды. И все-таки добралась, хотя я очень рисковала. Наверное, мне надо было попросить помощи, но я больше не могла ждать. Очень надеюсь, что вам с Амелией повезет больше. О боже, они расстались. Господи. С какой драмой это все происходило, блядь. А стрим работает или это мне отпал? А че, вроде работает. Вроде работает, да. Так, подождите. Впрочем, похоже, все это в прошлом. Недоразумение зашло, сестра. Так, ну я не понял. ФФ. Я не понимаю, стрим работает? Да, вроде работает. Ладно, пошли сюда. Да, без ББ как-то непривычно.
выходит, что твой ББ неисправен. Придется приостановить выполнение основной задачи, пока мы не разберемся. Только он совместим с Думом. И чем дальше на запад, тем больше будет тварей. Кстати, Амелия А тут лука сообщила о нету? смоляном поясе рядом с крайним узлом. Или ты про мой внешний лук? Огромный регион, где полно тварей, которых предположительно вызвал Хикс. Мы, конечно, хотим, чтобы ты побыстрее вытащил его, но без ББ у тебя нет никаких шансов. Поэтому твоя главная задача — помочь Дедману восстановить функции ББ. Так как он здесь, то вы могли бы обсудить это лично. Сэм, я сейчас немного занят. Если не возражаешь, остановимся на голограммах. Во-первых, хочу, чтобы ты подключил нескольких выживальщиков, чтобы повысить концентрацию херали. Стрим не Это грузит. нужно для усиления связи между ББ-28 и его некроматикой. Затем, как я уже объяснял, нам нужно исправить настройку ББ. Чтобы ускорить процесс, нам в буквальном смысле нужно создать дистанцию между вами. Его оставить здесь, а тебя отослать. Если все сработает, твой ББ начнет функционировать нормально. К счастью, этот план поможет добиться и других целей. Мы же все равно хотим включить этот регион в хиральную сеть. Так что налаживай отношения с выживальщиками, доставляя грузы, и убеждай их присоединиться к нам. Построить себе дом в этих горах нелегко, но многие все равно решили попробовать. Там повсюду найдешь убежище. У нас от них целый список заказов, ожидающих обработки. Но помни, ты имеешь дело с людьми, которые сами решили там жить. Люди, которые ценят частную жизнь. Даже не думай, что с ними будет легко подружиться. Тебе придется постепенно завоевывать их доверие. Блин. И еще, Сэм, какое-то время ты будешь работать без ББ. Это значительно осложнит тебе обнаружение тварей. Так что смотри в оба, следи, не появится ли что-то необычное. И по возможности держись подальше от дождя. Доктор, робототехник. Окей. Дальнобой. Ну уж лучше обычно возьму. Ни у кого нету реально хиральной расцветки. Серьезно? Это печально. Так. Заказ назначен. Так. По материалам грустно все. Переработка. Пакет с кровью, пожалуй. Так, общее хранилище. Ничего. Ладно, поехали отсюда. Тут вообще ловить нечего. Хотя... Так, есть пакеты с кровью. Так, полоска. Так, еще одну травматическую винтовку. Пару
Долбаный Twitch. Так, давай еще парочку кинетических. Спасибо за ваш... Постойте, а что у меня с обувью? Нормально все? А. Липа не грузится. Ну, херня какая-то, да. Ну, у меня вроде бы, ну, не знаю даже. Вроде работает, но... Роскомнадзор опять что-то делает. Я так понимаю. Или шо? Сэм, слышишь? Локни? Ага. Вызываю тебя по выделенной линии Бриджес. Меня попросили заменить сестру и поддержать тебя. Мы снова вместе, едины. Отныне навсегда. Мы общаемся, так что я очень быстро войду в курс дела. Так ты снова с Бриджес? Дело не в этом. Совсем. Проблема в том, что хочет она. Что хотим мы. И почему бы нам не помочь тебе? Ты же нам помог. Теперь мы все связаны. Хорошо. Вот такие вот грузы надо подбирать теперь. О. Ёпта, нифига себе. Я прям как Халк. Нормально. Имбовый мост. Твою мать. Да блядский шлюхин рот, пиздец. Так, и что делать мне в этой ситуации?
Она как будто бы безвыходная. Что с тобой? Да бля, не могу поверить в этот кал. Давай, давай, давай. О, вытянул. Сканирую удостоверение Бридges. Удостоверение Fragile Express проверено. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Те мужчина убил. Новое оружие. Доставка. Отлично. Великолепно. Похоже, все в идеальном состоянии. И все. О! Ну все, связь наложена. Я хотел спросить тебя кое-что. Ты поможешь мне вступить в UCA? Класс. Если при этом больше людей смогут получить столь необходимую медицинскую помощь, значит дело того стоит. Так, воды на лесе.
А твою мать. Вы это видите, да? Спасибо тебе. Пусть я уже не так молод, но мне есть что предложить. Кстати, я нашел то, что может тебе пригодиться. Можешь смело забирать. О! Чё за фляга? Интересно. Твои грузы спасли многих. И ты ведь знаешь, чем меньше будет трупов, тем меньше появится тварей. А это значит, что мы спасаем еще больше людей. Послушай, как бы ни было тяжело, не сдавайся. Очень тебя прошу. Не дропну я эту игру, не дропну, не бойся. Вижу, что ты подключил к сети еще одно убежище. Отлично. Уровни хиралия повышаются, и это хорошо. А насчет ББ-28, радуйся, операция прошла успешно. Других серьезных процедур не потребуется. Это еще не конец, но, кажется, можно сказать, что худшее уже позади. Нам лишь остается расширять сеть, следить за изменениями концентрации хиралия и вносить поправки, если нужно. Лекарства должны помочь. Так держать, Сэм. Отлично. Доступен новый заказ. Заказ назначен. Параметры доставки обновлены. Установлен лимит времени. Блин. Особые блюда. Забавно, наверное, когда этому Дзинзеита говорят: о, это же ты тот чел, который был в Death Stranding. Ты был в игре Death Stranding. Это его, интересно, оскорбляет или, ну, как бы, это, наоборот, хорошо? Просто учитывая тот момент, что он как будто бы, ну, не просто чел из Death Stranding, так сказать. Да. Посмотреть бы этот, как его, спиральку, сериальчик. Так. Погодите-ка, я тут как будто бы могу достроить.
Ну, чуть-чуть не хватает. Сканирую. Сканирую удостоверение Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего входа. Обеззараживание гостей. Измерить агента. Добро пожаловать, Сэм Портер Бриджес. Спасибо, Сэм. Только благодаря тебе горный узел в хиральной сети. И теперь мы, наконец, внесем свой вклад в UCA. Извини, что тебя побеспокоил. Мы благодарны тебе. Ого, а как ты доставил это так быстро? Говорю тебе, ты всегда меня поражаешь. Угу. О. Ты знаешь, что мы очень долго были в одиночестве. Но с тех пор, как мы вступили в UCA, мы общаемся с самыми разными людьми. Мы многое узнали от них, и я надеюсь, что они от нас тоже. Мы никогда не были так едины. Знаешь, люди рассказывали и о тебе, о тех невероятных вещах, которые ты сделал. Честно, я до сих пор не вполне верю, что ты существуешь. И тем более, что ты прошел через Санта-Клаус, ёпта. выжить. Ну, неважно, прости. Не буду тебя задерживать. Но знай, тебе всегда здесь рады. Отлично. Так, давайте-ка переработаем травматические штурмовые винтовки, потому что у нас есть... новая версия штурмовых винтовок. Так, травматическая. Давай 3. Так, подтверждение. Так, забираем керамику. Да, по 160, наверное. Так, и металлы давайте по 400. Так, еще одна. Спасибо за ваш вклад. Сейчас я ставлю вот эту тему. Керамику. И вернусь. Надеюсь, у меня керамика сейчас тут. Да. Многовато, конечно, но ладно.
Она ушла туда. А, какая зъебистая, извилистая дорога. Рывки какие прям жесткие. Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готов. Обнаружено оружие. Обеззараживание костюма. Все чисто. Добро пожаловать, Сэмпорт, Бриджес. Ну все, можно поехать.
Блин, материала не хватило. Так. Ну, тот груз забрать надо, как будто бы. Мягкие игрушки. Для детей. Жалко, они не показали ни одного примера, как устроены эти убежища вообще, в принципе, изнутри. Это капец, как сильно бы мне помогло бы понять, как устроен их быт, как живут, проникнулся бы прям. Любопытно все-таки.
я думаю, сейчас будет мега одобрение и улучшение связи. Привет, Сэм. Так ты добрался? Какое облегчение. Спасибо, что не заставил нас ждать. Я это ценю. Триста, 200, 600, так получилось. О, 1000! Хранение антиматерии. Так, подсумок с боеприпасами. О, кстати. Нужная штука. Блин, чуть-чуть не хватило. Береги себя сам. Больше некому. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Береги себя сам. А, мне сюда не надо. Чип с базы террористов. Ну, придется брать это задание. Не, ну в остальном все в порядке. Пакет с кровью есть. ПХК. Давай парочку штук сделаем. И готово. Заказ назначен. Угу. Отремонтирован. Личное хранилище. Так, доктору, писателю. О, горный узел. Найс. Угу. Отлично. Так, и, пожалуй, надо еще забрать материалов. Так, керамика. Давай по 164 штуки. Металлы.
По 200? 8 штук. Пойдет. Поехали. Так, сейчас, скорее всего, сделаем супер-мега-связь на дороге. Благодаря сыну писателя. И после этого, возможно, строить дороги будет намного легче. Намного легче. Возможно, даже сразу построим. Посмотрим. Ядовитый газ. Так, это я беру. Блин, выйти подобрать это дерьмо не может. Органическое удобрение. Сканирую удостоверение Бриджес. Удостоверение Фрэджайл Экспресс проверено. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вас. Угу. Всегда рад, Сэм. А что? Ну все, я думаю, он в сети должен быть сейчас. Есть. Да. Ну блин. До второй звезды чуть-чуть не хватило. Я поспрашивал насчет этой твоей сети. Если можно попробовать ни на что не подписываясь, давай лучше так. Угу. Ну да. Спасибо. Я подумаю, присоединяться ли к Юсерии. Береги себя, Сэм. И еще свяжусь с тобой. До скорого. Отлично. Доступен новый. Книги. Так. Озерный узел? Ты еще конченый, что ли? Ну, это можно. Это можно.
Да я даже их сразу отнесу. Заказ назначен. Блин, очень грустно, что у него так мало всего. Ну, кстати, могу построить мост. Это, наверное, бы супер понравилось, да, людям? И здесь еще один мост. Не входите в намеченную для строительства зону. Не входите в намеченную для строительства зону. Ровно хватило на постройку 2 мостов. Ну все, это мега кайф. Все малютки совсем не там. Ну да. Есть такое. Никто не радуется, никто не смеется. Америка станет обузой. Блять, что этот образованный человек пишет. Хочу рассказать тебе про своего отца. До выхода смерти он был известным писателем. Он много путешествовал и не только по Америке. Он объездил весь мир. Ему не сиделось на одном месте. Как только ему становилось скучно, он брал любимую флягу, естественно, сделал на истыкую. И снова отправлялся в дорогу. Когда я был маленький, он мне много рассказывал о своих путешествиях, о землях за океаном. И даже о том, как люди побывали на Луне. На Луне. Какая ирония, что после всех его рассказов я оказался запертым в убежище. Впрочем, это ненадолго. Уверен, рано или поздно мы снова научимся жить снаружи. Когда это случится, привязанность к какой-то одной стране превратится для нас в обузу.
Поэтому я не хочу вступать в UFC. Извини, Сэм, но вот так вот оно все. Смотри, сейчас скоро переобуется. Переобувка случится, но буквально через какое-то время. А знаешь что? Он отправит мне письмо. Впрочем, мне сидеть заперти было заебись. Я написал столько книг, что я даже благодарен тому, что случилось. Вот и ты. Все нормально? Ну еще же коронавирус случился. Поэтому тут еще вот такая вот тема с тем, что изоляция, типа, и в основном контачество происходит, типа, со всем миром и так далее. Ну, поняли, да, в чем связь? Запасной мой аккумулятор второго уровня. О, найс. Знаешь, даже не верится, что у нас есть такой, как ты. Спасибо еще раз за все. Отлично. Доступен новый... Так, надо пойти грабануть террористов. Так, но сначала зайдем в хранилище. Как я в личную комнату. Я тот самый, которому ты принес кровь. Если бы не ты, я не надеялся вернуться к работе. Класс. Так, для начала восстановим выносливость. Недостаточно материалов. Да блин. Да господи. Спасибо за ваш вклад.
Я был на берегу. Блин, каждый день новые письма. Возле крематория странное сияние. Бля, надо пойти проверить. Что-то любопытное крайне. Так, погоди-ка, может быть... А если вот так поставить? Не. Один херня. Ёпта, нифига себе. Контейнер с боеприпасами. Не, ну в целом-то он, наверное, мне пригодился бы. Ну-ка. Рома Мишель. Hello. I'm fine, thank you. Congrats you with an upcoming Happy New Year. Yes, and Merry Christmas. Так. Блин, нужно ли мне контейнер с боеприпасами? Даже не знаю, даже не знаю. Ладно, давай пускай будет. I'm fine, thank you. You? All good? You're fine? Your family? Okay. Can you say what you want? You want to
say to me about how to do nice looking stream elements for my stream or something like that, like hey, look, you want some good looking design in your channel? Write to me in Discord, please. I beg you. I'm right. What is it going? This gonna happen? This gonna happen? I guess, right? Come on, I'm waiting. Пойдем повоюем, чип добудем. You are here? No? Он ушел, да? Или она? Это, скорее всего, она. Мне так кажется. Обычно таким дерьмом... Ну, по крайней мере... Да не, хотя мужик, скорее всего. Там просто аватарки женские ставятся. Для того, чтобы... На них по большей части обращали внимание. Цвет поменял. На кой хуй. Окей. А в чем его улучшение? В том, что у него есть глушитель, или это дульный тормоз? У него будет лучше стабилизация или шоу? Ну да. Это глушитель все-таки.
Блин, прикольно. Хе-хе-хе. Они ни хрена не могут сделать. Это бермудский куст. А, он не понял, да где я? Угу. Прикольно. Все-таки увеличенный боезапас — это хорошо. Это прям кайфово. Вот это у них сейчас будет происходить жесткий травмирующий. Бля, как так-то? Найс расположили эти деревья. Это просто кайф.
Лол. Переходим в наступление. Бедняга. Представьте, каким дерьмо. Его настолько жестко расстреляли, что, ну, типа резиновыми пулями, что он потерял сознание. Я вообще вообразить даже такое дерьмо не могу, типа. Тебя избивают маленькими резиновыми снарядами так жестко, что ты аж теряешь сознание. Ё-моё. Блин, у меня такое ощущение, что мы не сможем погрузить все. Грузовичок. Так, надо машину поближе поставить. Вау. Оно вместилось. Так, ну насчет вот этого у меня большие сомнения. Кажись, не вместится. Да.
Блин, даже не знаю. Так, хорошо, это так не работает. Тогда, наверное, мне надо это скинуть, да, просто. Да, ну ладно. Хотя бы... Не, ну все равно в плюсе. Много чего вытащил. Поехали отсюда. Хоть немного экшония случилось, так сказать. Кустарный боец победил террористов. Давай, спокойно. А сколько время? 2 часа ночи. Ёпта. Ладно, сейчас доставим груз. Посмотрим, что нам подарят, и пойдем спать. Как раз пойдем в этот... в комнату отдыха. Ну, я думаю, завтра мы уже с этим горным всем этим местом закончим. И скорее всего последнее это будет просто какой-то файт, наверное. Ластов, не знаю даже. Мне вот любопытно, непонятно, что будет. Ну, то есть... Сканирую удостоверение. Приказ. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Обеззараживание. Добро пожаловать. Просто мы пофайтимся с Хиксом. И все. Привет, Сэм. Так ты добрался? Какое облегчение. Груз в идеальном состоянии. Похоже, сегодня нам... Ну, как бы то ни было, спокойной ночи, ребята. Приятного отдыха. Сильверхенд. У меня Сильверхенд появился. Знаешь, даже не верится, что у нас есть... Спать. Чего? Отлично. Корпорация Арасака. Ну это круто, Сэм. На 4-м чипе были чертежи искусственной руки. Не какой-нибудь там дешевой поделки, настоящий шедевр кибертехники. Так, улучшил твой компас, теперь он может вырубать грузовики. Мощности, правда, хватает всего на один грузовик, да и то ненадолго. Ладно, поехали до писателя. Доставлю ему груз и спать. А, ну сейчас еще и дорогу, думаю, достроим. Кстати.
Ну, хотя бы отчасти, надеюсь, достроим. Так, пока мы недалеко уехали отсюда. Ты сколько раз с Матсом дрался уже? Привет, Баландук. Еще раз. Я же с тобой здоровался. Один раз с Матсом дрался на полях Первой мировой. Только не спойлери ничего. Блять, и раз уж ты спросил, видимо, я с ним буду драться еще дохуя раз. Бля, и получается это случится, по-моему, прям скоро, да? Потому что... Типа какая-то херня с Биби происходит. И он такой... Ну да, это сейчас произойдет, видимо, скоро. Так, это неизбежно произойдет. Так, сейчас построим дорогу. Кайф, кайф, кайф. Ща. Вот это вот, надеюсь, смогу построить. И поедем к писателю. Блин, а там бомжи бегают. Нехорошо. It's not good. It's not good. It's not good. Нормально. О. Ебать, а что-то коротко. Ну все. План пуст.
Расстрелян. Все? Ну вон они вдалеке еще. Но те, что поближе, по-моему, кончились. Нормально, нормально. Сейчас вообще он оттуда заберем груз. А там еще что-то есть, оказывается, сюжетное. Ну, точнее, не сюжетное, а, ну, короче, вот понял. Груз какой-то, видимо, находится. О котором я даже не в курсе. Ядовитый газ. А когда они забрали? Или... Я не понял. Ядовитый газ. Так просто... Окей. Видимо, там есть еще газ у них на базе. Ладно, сейчас зарейдим их. Тупо план врыв произойдет. Без план куст. Без плана куст. План врыв. Сканирую удостоверение Бриджес. А, блин. Надо поближе стать. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Хорошо выглядишь. А что, хорошо? Так, вторая звезда. Знаешь что? Мне кажется, мыслите вы верно. Записывай. То есть я просто говорю и все? А в письме написал: я не вступлю. Вот и все. Вот и все, он говорил. Америка это обуза. Страна, она ограничивает. Я же хочу повидать мир. Да, да, какие громкие слова были. И теперь я в сети? Почему-то мир уже кажется намного больше. Вряд ли такому, как ты, требуется моя помощь, но я должен предложить. Вот возьми, если хочешь. Колокольчик. Че, я тебе на шее повешу? Для рюкзака. И он будет реально звенеть? Если да, то это интересно. Хотя я очень ценю, что ты стараешься расширить нашу сеть. ББ от этого сейчас лучше не станет. Извини, Сэм. Баня. Отлично. Доступен новый заказ. Пока мало, да? Мало. Я уже собирался плюнуть на все это. Я твой должник. Большое спасибо, Сэм. Я сохраню это. А, у меня 2 карты памяти было. Годзилла и Ямаха. Спасибо за ваш вклад.
Север. А, нет, это прям изготовление. Значительно увеличивает силу левой руки, пользуется до тех пор, пока хватает заряда аккумулятора. Кстати, металл можно изготовить и керамику. А это, точнее, забрать. Надеть перчатки. Хуя. What the fuck? Все, поехали. Сказал я, и мы не поедем. Еб твою мать. Ладно. Возвращайся поскорее. Бегут гаврики. Готово. О, как до хера керамики надо сюда влить, просто жесть. Блин, и хера ли у меня не хватит, да? Пипец. Ну да, еще играю.
Ну сейчас тоже пойду. Да, сейчас пойду. Только тут с этими террористами закончу. Я, так сказать, контртеррорист. Контртеррорист. When... Блять, ну ты хуесос. Шмаляешь по моей машине, урод. Куда он идет? По-моему, это был последний. Да, без малютки не то, не то. Но один плюс есть то, что он больше не плачет. И все. Так, конечно. Печененько, печененько. Угу. И тут все-таки есть. Вон он, блядь. Я этот ни разу не лутал. Ух, нахерали, спасибо за 1000. Нахер. Нахерали. Спасибо от души. Наконец-то моя работа курьером начала окупаться. Наконец-то. Тут до леса даже. Откуда? От матери природы. Матушка природы. Ну тут, видимо, дождей нету. Темпорально. Не, почему?
Тут, не знаю, короче, дожди есть темпоральные, дожди есть, видимо, обычные. Хз. Дожди бывают разные, темпоральные и нетемпоральные, но всем одинаково хочется. Точнее, но все одинаково мочатся. Херали. А все, опять здесь, а я их увижу? Остается только убегать. Сканирую удостоверение личности в правах идентификации. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Обеззараживание калибра. Аккумулятор разряжен. Зарядите транспорт. А что это за звуки бубенцов были, я так и не понял. О, багануло. Привет, Сэм. С возвращением. Ух ты, нихуя, 1532. О. 3 робота теперь. Так, керамика увеличилась, металлы тоже.
Отлично. Так, и хиральные кристаллы еще нужны. Так, ну все. Отдых в личном кабинете. А кровать где? Понял. Понял. Я в ёбаном нигде. Ну хорошо. Сохраняемся. И выходим. Ну все, ребята. Хорошо посидели. Хорошо посидели. Так, завтра. Горные районы, я думаю, добьем. И завтра увидимся. Переходите в Телеграм. В Телеге я обязательно закину анонсы и все такое. Все. Спокойной ночи и приятного вечера. Пока.